Всем здрасте, всем привет, всем привет, всем привет. Кажись, началось или не началось. Так, вы вот там вот, пожалуйста, напишите, как меня слышно, как меня видно. Вот так вот. Напишите там вот слева, пожалуйста. Нет, для вас справа, для меня слева. Вот, напишите, как меня слышно, как меня видно, ну и все остальное. Вот. Значит, что у нас такое? Начало стрима, 7 лайков, 2 человека уже на канале. Сейчас будет народ потиху собираться. Итак, что у нас сегодня за тема? Что у нас сегодня за тема стрима? Так, посмотрим. Ну, по названию и так было ясно, что я уже смотрел. Как заставить СТО приносить деньги? На 1% обогнала обзор программатора китайского. Да? Так, значит, кто не в курсе, заходим на канал, да, выбираем сообщество и здесь вот голосуем за ту тему, какое голосование, в общем, какой стрим хотели бы увидеть в следующий раз. Вот тут время написано, дата, когда будет. Ну и, собственно говоря, тема. Вот здесь вот выбираете. Привет, Вадим. Напишите там, как меня слышно, как меня видно. А также сразу, пока народ собирается, пожалуй, расскажу, где у нас что можно найти. Вот наш сайт, закладочка сверху. Вот Telegram, группа полезная, там мастера есть, можно задавать вопросы. Вот наш форум интересный. Вот много чего интересного. Заходите, много интересных тем и так далее и тому подобное. Вот, заходите, думаю, найдете себе много чего интересного здесь. Ну, Telegram также не забывайте и наш форум, наша группа, точнее, сайт. Привет, Владимир. Такое ощущение, что меня, наверное, не видно, никто не говорит. Как меня видно, как меня слышно, пожалуй, вернусь. Вот теперь меня точно видно, наверное, да. Правда, не знаю, слышно меня, не слышно, как оно, что там вообще, как. Вот, пишите вот там вот. Также тема у нас сегодня довольно обширная будет. Тема, как заставить СТО, то есть автосервис, приносить деньги, чтобы он работал, а не просто был для безделья. Привет, Владимир, привет, вне формата. Вот, видно и слышно. Отлично, уже результат. Значит, сразу скажу, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, то, что я буду говорить, будет являться, в общем-то, моим личным мнением, как вижу картину я. Я не считаю это, в общем-то, чем-то дико непонятным, то есть как сейчас пошла какая-то мастер-классов, школ целых. Привет, Максим. Привет, Виталя. Привет, Вадим. Вот. Как пошла нынче последнее время какая-то мода проводить всякие мега-курсы, мега-мастеров, там, по семинары и так далее, брать за это атомные деньги. Я считаю, что это неправильно. Почему? Если такие офигенно умные, что проводят семинары и берут за это деньги, почему сами этим не занимаются, да? Почему вводят дополнительных клиентов? Ну, я, в общем-то, вижу картину немножко в другом. Почему я рассказываю точку зрения, чем более грамотные будут СТО вокруг меня, тем больше, соответственно, у меня будет и заказов. Привет, Виталий, также. Татьяна, тоже приветствую, да. Вот, значит, ну, соответственно, и у меня будет больше работы, если вокруг будут более грамотные и более прокачанные СТОшки. В общем-то, понятное дело, за эту информацию, которую я сейчас буду рассказывать, никаких денег брать не собираюсь. Приветствую, кстати, Виталий. Вот. Да, конечно, вне формата и мастерские, и гаражники. Эта тема, я думаю, многих затронет, и в ней мы будем говорить обо всем такого рода.
Вот, Олег, да, приветствую, тоже доброго дня. Значит, я, понятное дело, как уже говорил ранее, в этом стриме буду высказывать свою сугубо личную точку зрения. Может быть, чье-то, ну, мнение может от этого отличаться. Мне будет интересно также услышать ваше мнение, если где-то с чем-то не согласны, либо хотите дополнить то, что я говорю, вот там вот слева, нет, для вас справа, да, для вас справа вот это. Пишите комментарии, оставляйте, мне будет тоже это все интересно. По калькам для оранжа, в общем-то, мы уже говорили. Вайбер, WhatsApp, добро пожаловать. Приветствую, Павел, привет, Чех. Вот, ну что ж, пожалуй, давайте, наверное, приступим. Я вижу, люди уже немножко собрались, проявляете активность тоже свою в комментариях. Значит, смотрите, как я уже говорил, это опять же мое сугубо личное мнение. В общем-то, мы пройдем сегодня, планируем во всяком случае, я себе сделал небольшой набросок. Вот как советовали грамотные люди. Непосредственно, кстати, вот Павел Диагноз в свое время говорил, делай наброски и по этим наброскам потом проходить. Кстати, за что ему огромное спасибо. Вот эти стримы, которые я проводил прошлые, я уже делал по этим, значит, своим запискам. Значит, приветствую записки автодиагноста. Значит, смотрите, темы, которые мы сегодня затронем, ну, хотим затронуть, я хочу затронуть, это будет, значит, тема выбора направления, реклама, выбор помещения, наверное, также будет выбор команды, как вообще вести себя с клиентами, значит, и, в общем-то, затронем какие-то, скажем так, моменты по финансовым вложениям, которые светятся при открытии станции СТО. Значит, что у нас получается по плану? Давайте, наверное, начнем с выбора направления. Если где-то, может быть, какая-то тема вам будет, привет, Азамат, более интересна, чем пройдемся сегодня по этим темам, об этом тоже сообщайте. Ну, в общем-то, выдвигайте. Приветствую, Фарух. Вот, в сообществе, о котором я говорил в самом начале, предлагайте тему, я думаю, это будет тоже интересно, сделаем отдельный обход по этой теме. Приветствую, Юра, тоже. Значит, смотрите, ну, во-первых, как выбрать направление, то есть это мое сугубо личное мнение. Сразу закупать кучу оборудования дилерского, ну, и так далее, мне кажется, смысла абсолютно никакого нету, потому что, может быть, купите, допустим, по машинам, по каким-то вот ну вот Азия, Восток, купите оборудование по ним, а у вас вдруг их вообще не будет в регионе, или абсолютно наоборот. Поэтому я бы предложил походить некоторое время по различным СТОшкам, которые есть рядом. Если вы только вливаетесь, приветствую, Виктор, приветствую, Алена. Вот, если вы только вливаетесь в сам бизнес, походить по СТОшкам, посмотреть, какие машины у них больше всего стоят. Единственное, что я бы крайне не рекомендовал, наверное, задавать вопросы сотрудникам либо директорам других СТО, потому что как бы они с вами мило не беседовали, они в первую очередь вас видят конкурента. Либо если они с вами даже беседуют как с их клиентом, понятное дело, они вам всю абсолютно информацию выкладывать за работу своей станции не будут никогда. Потому что, в общем-то, большинство людей при общении с незнакомыми, скажем так, или малознакомыми людьми разделяются на две группы. Одни будут все время жаловаться, как им плохо, как не хватает на все денег и нефиг в это дело сунуться. Но с другой стороны, тогда стоит задуматься, а чего вы сами этим занимаетесь, да? Либо другая группа людей, которые будут наоборот хвалиться все время. Вот как нам круто, какие мы молодцы вообще клевые, ну и так далее. Это самый выгодный бизнес и так далее. Ну, тоже, сами понимаете, не все так просто. Если бы это было реально настолько выгодно, они бы вам об этом не рассказывали, потому что понимают прекрасно, что вы станете в свое время их конкурентом, можете стать, и можете вклиниться в эту тему, понятное дело. Поэтому, в общем-то, как говорят, ОБС, да, одна бабка сказала, слушайте то, что говорят на СТО,
но не воспринимайте это особо всерьез. Было бы неплохо пройтись, скажем так, посмотреть, какие машины стоят в ремонте, какие машины стоят на висяках, на долгих, допустим. Бывает такое, что приходите на СТО, смотрите, там какая-то машина может и неделю стоять, и месяц, и так далее. Тут два варианта. Либо у них, мастеров этих, не хватает ума с ней справиться, вариант номер один, либо второй вариант, нет запчастей. Поэтому, в общем-то, если вы видите какие-то определенные направления по машинам, которые стоят длительное время и, в общем-то, не поддаются ремонтам, не уезжают со станции, да, то, мне кажется, стоит изучить этот профиль, например. Ну, понятное дело, что там не одна какая-то машина, на разных станциях, в общем, стоят подобного рода машины. Опять же, мы сегодня говорим, наверное, не только о диагностике автоэлектрики, а также, наверное, затронем и подвески и все остальное. Поэтому, в общем-то, смотрите очень внимательно. Опять же, если у вас какого-то ну да, третий вариант — нет денег у хозяина, но поэтому я и говорю, Владимир правильно подметил, поэтому я и говорю, стоит не на одной СТО, привет, Серг Дизель, вот, поэтому не на одном СТО стоит смотреть, а пройтись по разным, по СТОшкам, по гаражникам, посмотреть, именно сделать для себя какую-то внутреннюю статистику, записывать, допустим, там Крейслера такие-то стоят, в основном, либо там Тойоты такие-то, то есть не хочу назвать никакую машину, просто пройдитесь, сделайте для себя какие-то вот такие легкие наброски. Ну, посмотрите, и не за один день это делается, там неделю, две, может быть месяц так надо походить по СТО, не навязываться, понятное дело, просто проходя мимо, делать какие-то наброски, вплоть до того, что, не знаю, экшн-камеру какую-то повесить на плечо, просто пройтись, пока она не видна, чтобы, понятно, только делать за шпионаж какой-то не прописали. Вот, исключительно для себя просто делать статистику и понаблюдайте за этой темой. Также посмотрите, какие машины у вас чаще всего продаются. То есть банально открыть газету, посмотреть, например, каких машин в продаже больше всего. Понятное дело, что, скорее всего, этих машин будет больше всего у вас в регионе. Но это, опять же, такое вот направление, примерно набросок. Также посмотрите, какие работы чаще всего проводятся, то есть кузовные с какими-то машинами, по автоэлектрике, по ключам и так далее. С этого, мне кажется, стоит вообще начать. То есть пробить, так скажем так, в зависимости от численности населения, уровня города и района. Конечно, конечно. То есть разговор не идет о том, что если, допустим, у вас маленькая деревня, то в общем-то, это самое. Но, опять же, в маленьких, мне кажется, поселках и деревнях уже есть какие-то свои мастера, которым, наверное, проще всего будет, приветствую, мистер технологист, проще будет сначала подтусоваться, как наемный рабочий, не знаю, посмотреть, изучать, если вы не собираетесь, конечно, вкидывать деньги. Но, опять же, сами прекрасно понимаете, если это довольно малый населенный пункт по своему количеству, довольно сильно в этом населенном пункте играет такая тема, как наша знаменитая ОБС, да, одна бабка сказала. То есть где-то про кого-то, у них уже есть, в общем-то, зачастую свои какие-то мастера, и если вы в какой-то вот такой небольшой населенный пункт планируете вклиниться, то вы должны принести что-то новое, что-то свое, чего там еще в принципе нету. Например, никто не ставит газовое оборудование. С другой стороны, есть там всего 50 машин, сами прекрасно понимаете, что из 50 машин хорошо, если 10 поставят газ на них, если их нету. И понятное дело, да, вот Андрей, кстати, грамотно подметил, в зависимости от того, какие населенные пункты есть рядом. Потому что, в общем-то, есть у меня некоторые знакомые, которые вообще в маленькой деревне находятся, там домов 20, да, а к ним из соседних городов, из крупных, вот даже со столицы ездят делать машины, определенные работы. Ну, опять же, это имя. Ну, опять же, и цена, понятное дело. Так, Гикан, денег начала надо достаточно. Маленькие сервисы, они все мультибрендовые, на первом месте все ходовка, замена масла. Да, абсолютно верно. Про финансовую сторону я еще буду затрагивать, про финансовую сторону буду рассказывать еще дополнительно. Конечно же, само собой, то есть от того, насколько
крупный город, населенный пункт, либо там деревня, либо поселок, поселок городского типа, понятное дело, от этого зависит также и какое будет вложение в это. Поэтому я и говорил, сразу не старайтесь купить много профессионального целенаправленного оборудования, то есть для какого-то одного профиля. Возьмите поначалу что-то универсальное. Начинайте с этого универсального оборудования и больше обращайте внимание, с чем к вам больше обращаются, с какими работами. И уже на эти работы, может быть, что-то надо будет докупать отдельно. Вот, поэтому сразу, как я уже сказал, не выкидывайте много денег, не закупайте кучу всего подряд оборудования, сядьте, просчитайте что-то универсальное поначалу. По этой причине, в общем-то, так как я и сказал, опять же, пройдитесь по станциям, посмотрите, какие вообще работы делаются, какие не делаются. Если какая-то работа у вас не делается, это не значит, что следует вот именно за эту работу браться, потому что, может, она просто нафиг никому не надо, по-большему, правильно? Если, допустим, все меняют колеса, да, но никто не ставит, опять же, возьмем, ну, к примеру, это газовое оборудование, а может, никому не надо, может, у всех дизельные машины, и все ездят на колхозной соляре, может, никому этот газ и даром не нужен, правильно? Вот, поэтому было бы неплохо, может быть, опросите своих каких-то знакомых, товарищей, чтобы было им интересно делать с их машиной, чего им не хватает. Но, как я уже говорил ранее, не следует спрашивать, ходить по другим СТОшкам, потому что правду вам все равно не скажут. Просто пройдитесь по своим знакомым, поспрашивайте, чего им не хватает, чего бы они хотели получить от, скажем так, станции СТО, автосервиса, чего не хватает конкретно им. Мне кажется, это будет ну, намного более важно. Понятное дело, не одного человека. То, что у одного человека, может, ему не хватает, чтобы, не знаю, там, ксеноновых фар установки, да, остальные все против ксенона могут люди оказаться. Поэтому тут также необходима некоторая статистика, не от одного человека ответ, а мнение разных людей. В общем-то, такая вот история. Это касаемо выбора направления, да. То есть, как я уже сказал ранее, значит, походить, понаблюдать за станциями, за другими, какие машины у них делаются, какие работы у них делаются, сделать какой-то вот список, набросок для себя вообще на бумажке, какие работы вы можете предложить им. Опять же, смотрите, немаловажный фактор. По этому пункту мы поняли, да, по статистике. Сейчас я договорю тогда уже по ней. Смотрите, по статистике у нас получается, вам необходимо сделать список, какие работы делаются, какие вы можете предложить, какие машины висят и по какой причине. Иногда можно даже подойти на это СТО, сказать, о, у тебя машина стоит, может, продаете ее, да, то есть покупать обязательно не надо. Они скажут, нет, там клиентская, там, либо клиент плохой, денег нету, там, либо вот запчасти ищем. Тогда как бы тоже как интересный вариант, просто изучите, может быть, вы найдете запчасть быстрее, можете вообще заняться привозом запчастей. Может быть, в этом будет ваша ниша, а не в автосервисе. Ну, то есть, как вариант. Понятное дело, что если там одна запчасть за полгода, то браться за это не стоит. Хотя тут же тоже относительно все двояко. Вот, смотрите, это первый пункт, на который следовало обратить внимание. То есть, это, как я уже сказал, статистику сделали. По оборудованию тоже, надеюсь, вам примерно стало все понятно. Сначала делаем статистику вот эту волшебную, да, видим примерно с каких работ следует начинать, под них берем что-то универсальное и потом уже по факту смотрим, значит, куда больше было бы неплохо вложить деньги. По деньгам, как я уже говорил, по финансовым вложениям мы с вами зайдем еще немножко позже зайдем, да. Смотрите, следующее, что у нас получается. Примерно какой-то финансовый капитал на старт, понятное дело, у вас есть, правильно? Если вы хотите начать один как гаражник, это одно. Если вы хотите построить большую крупную станцию, это другое. Опять же, сами прекрасно понимаете, если
у вас небольшой населенный пункт какой-то, мне кажется, вкидывать большие деньги в открытие станции это не совсем суразно было бы. Да, лучше начать как гаражнику, либо ну, какое-то малое помещение. И, соответственно, понимаете сами прекрасно, немаловажный такой фактор, как команда. Что такое команда? Прекрасно понимаете, что в общем-то, одному тоже неплохо, но все потянуть одному, в моем понимании, наверное, тяжеловато было бы, да. Поэтому, опять же, смотря какие работы. Можно начать, как гаражник, например, одному, постоянно кто-то будет подбиваться. Значит, ну, может какой-то товарищ захочет присоединиться и так далее. Так, думаю, надо сделать логистику. Все объять невозможно. И очень будет полезно знать, что поблизости может тебе помочь с твоим интересом. Да, само собой. Как бы немаловажный фактор, поэтому является и вот этот обход СТОшек, который был для предварительной вот этой статистики сбора, да, может быть, у кого-то есть какое-то дорогое оборудование, в которое вы поначалу просто не готовы вложить деньги. Может быть, где-то есть какой-то мега-супермастер, да, которого вы просто знаете, что физически вы не переплюнете. Например, если вы занимаетесь электрикой исключительно, да, то не знаю, там перебирать ТНВД или заниматься там переборкой моторов, там капиталки делать, да, мне кажется, тоже это будет не совсем правильно сразу браться, если начинать как одиночка, либо как электрики начали, там пару человек команда, да, поэтому логистика и взаимопомощь с другими СТО это немаловажный фактор. Вы им что-то предлагаете из своих услуг, они вам, соответственно, предложат свои услуги. Вот, к этому также относитесь очень внимательно, чтобы не было, скажем так, таких заносчивых товарищей, которые будут требовать от вас, а сами не давать взамен ничего. Конечно, помощь другим станциям это хорошо, но не стоит забывать о себе. То есть, чтобы делать бесплатно работу, это ваше время, не забывайте об этом. В общем-то так, да. Андрей грамотно подметил, поэтому, в общем-то, логистика это немаловажно. Помощь друг другу, разные СТОшки и так далее. Но это, понятное дело, не так, что здравствуйте, я вот собираюсь тут открыть СТОшку, а давайте вы мне будете помогать. Ну, они, конечно, скажут, да, давайте, давайте, а вы появитесь раз в полгода, так нафиг вы им нужны по-большему, правильно? То есть надо какое-то более плановое сотрудничество, чтобы вы, скажем так, предварительно не наобещали чего-то там им, да, а по факту начали сами от них требовать, потому что, в общем-то, будут смотреть как на врага народа и относиться тоже далеко не положительно к вам, как к мастеру, как к партнеру, будут видеть вас, ну, реально исключительно просто конкурента. Поэтому вот так вот. Как я уже говорил ранее, значит, смотрите, немаловажный пункт, когда будут приходить люди к вам, партнеры, скажем так, коллеги, можно сказать так, которые захотят работать вместе с вами, вам необходимо сразу расчертить границы, кто из вас кто. Либо вы партнеры с этим человеком, либо там с несколькими людьми, тогда все должны работать на равных. Здесь есть, в общем-то, небольшой минус. Либо должно быть 3 партнера в моем понимании бизнеса, либо у одного из двоих должны быть на каком-то основании какие-то привилегии. Потому что, смотрите, вот начали, например, работать вдвоем с кем-то поровну, да, на абсолютно равных. Один сказал, давай займемся шинами, там, да, шиномонтажом. Второй сказал, нет, давай займемся моторами. И каждый как баран уперся, в общем-то, в свою тему, да, и по результату что получается? Что вложили какие-то деньги, начали сначала вместе работать, а по результату получилось, что все равно придется расползтись и потеряете и деньги, и время, и так далее. Если у вас 3 человека, можно будет сделать просто банально голосование. То есть, допустим, 2 за моторы, 1 за шины. Ну, понятное дело, то есть большинство решило, скажем так. Либо у кого-то привилегии. Тогда он, ну, имеет какую-то, скажем так, привилегию в процессе голосования. Но тут, опять же, немаловажно не путать, скажем так, с работодателем и наемным рабочим. Понятное дело, значит, ну, в моем понимании, опять же, наемные рабочие, сколько приходилось работать с наемными рабочими, да,
я считаю, это лично мое мнение, что к ним надо относиться на равных, но показывать им все-таки твою привилегию. То есть, что право принимаешь ты на самом деле, а готов их просто выслушать, их мнение, готов их прислушаться, но все равно по факту решаешь ты, а не они решают. Так, сейчас, секундочку. Думаю, надо сделать логистику. Все. Добрый вечер. Да, привет, Расти Моторс, гараж. Кстати, тоже интересный канал, да. Правда, видосы давно у Расти Моторса не выходили, к сожалению. Думаю, скоро исправится. Так, ну это ладно, продолжим пока. Вот, смотрите, значит, какая картина. Поэтому, мне кажется, немаловажный пункт – это все-таки именно субординация. То есть, либо равные права, это сразу говорится, либо один начальник, а все остальные подчиненные. Либо, вот как я говорил, почему лучше делить на 3, а не на 2. Ну, либо чтобы у кого-то тоже были какие-то привилегии в праве выбора. Ну, это опять же решать вам. Опять же, немаловажный фактор, то, что команда должна быть дружная. Не то, что один другому пытается поднасрать, а один другому должен всегда помочь, помогать, стараться в этом самом деле. Да, то есть именно работать должны как команда. А если на самом деле вы руководитель, а команда, ну вот именно наемных рабочих у вас, да, в моем понимании очень немаловажный пункт – это именно следить за тем, как идет работа у вас. Вот, именно следить, как идут отношения в вашем наемном коллективе, чтобы у них не было вражды. Потому что, смотрите, по результату, например, один кто-то занимается проводкой, например, да, а второй кто-то, ну, его недолюбливает. Ну, это я пример просто же привожу живой, такой вымышленный из головы, такого ничего не было, понятное дело, да. А может, у кого-то и было, это уже другая история, да. Вот. И этот, который его не любит, возьмет ему посреди ночи, когда никого рядом нет, там проводку поперережет, либо еще какую-то гадость сделает. Смотрите, по результату что получится? Он с работой не справляется, правильно? Машина, например, приехала поставить, там, не знаю, поворотники не работали, да, а после этого перестала вообще заводиться. А кто понесет убытки? Нет, не тот мастер. Он просто не справился со своей работой, он не получит дохода. А вы, как работодатель, именно понесете убытки. Поэтому немаловажный фактор, очень важно, следите за взаимоотношениями своих наемных рабочих, потому что это очень важно, потому что за все отвечать будете как работодатель вы, а не они по результату. Что вы им скажете? Ты уволен? Да, но он уволен, он пошел, извините, скажет, ну, до свидания. А деньги клиенту, либо за ремонт этой машины другому мастеру придется отдавать вам, как работодателю, потому что вы приняли эту машину, а не этот работник. Вот так вот. Так, вольнонаемных рабочих не имеет права голоса, его задача иная. Да, само собой, я вот об этом и говорю, поэтому наемные рабочие, они вам могут только предлагать свои идеи. Это хорошо, если у вас, скажем так, наемные рабочие, которые предлагают идеи, а не просто сказал накачать колесо, он пошел качать колесо, а головой не думает совсем. Это неправильно, в моем понимании тоже. Но опять же, если он принят, допустим, на какую-то должность, да, а вместо того, чтобы выполнять, только и ходит и раздает свои идеи, которые уже вот здесь вот мастеру сидят, его начальнику, скажем так, либо вам, то, ну, тоже это не тот работник, который вам нужен, потому что он не делает свою работу, ради которой его взяли. Единый голос, так, единомышленники. Ну да, все верно, Павел говорит. Так, продолжим давайте, пожалуйста. Так, а что делать, когда наемный обучается у тебя и уходит на вольные хлеба, как уже готовый спец? Так, смотрите, такие ситуации тоже встречаются. Значит, в моем понимании, при таких именно моментах, когда вы берете человека на обучение, немаловажно обсудить с ним, значит, такой пункт. Если ты пришел ко мне необразованный, ты должен отработать определенный срок у меня потом, а не то, что научился и свалил. Если уходишь сразу после того, как получил информацию, будь добр, оплати курсы обучения. В общем-то, я к себе несколько раз брал таких электриков, пока имел отношение к некоторым станциям.
И два раза у меня наемные рабочие, получив некоторую информацию, пытались свинтить. Значит, смотрите, если вы принимаете его к себе на работу официально по бумагам, обязательно этот пункт пометьте в договоре с ним, который заключаете, что в случае, если он не выполняет, да, вот Расти Моторс грамотно говорит, контракт, договор, в котором будет указано, если ваш наемный рабочий получил от вас информацию, ну, образование, скажем так, и не отработал его, он вам должен деньги за образование, то есть за образовательную деятельность. Значит, смотрите, эту тему я немножко узнавал. Эта тема не требует сертификации никакой, не требует лицензии. Вы не являетесь государственной преподающей структурой. Это первое. Второе. Вы не выдаете государственного образца никаких сертификатов об окончании этого курса. Все эти бумажки, я вам открою небольшой секрет, эту тему, когда я узнавал, да, очень много курсов, которые мы вам даем сертификат об окончании, там, такие вот обещают, да, это все гон, пурга. Эта бумажка не является сертификатом номерным на государственном уровне, он не весит ничего. Это бумажка, которую вы вешаете на стенку себе, да, и которой можете гордиться. На государственном уровне эта бумажка не весит ничего. Это Филькина грамота, по-русски говоря. За любые курсы, какие бы курсы вы ни оканчивали, если эти курсы не государственной организации, то, ну да, классно, называется сертификат, но по факту это Филькина грамота. Вы, конечно, молодец, что у вас есть диплом там или что-то такое, но это диплом либо сертификат не государственного образца. Вот. И, соответственно, проводя любые образовательные работы, где вы выдаете вот такую писульку, да, вам не надо ни лицензии образования никакие получать, никаких дополнительных разрешений. Просто вы занимаетесь передачей информации. Все. Все, вы не на государственном уровне работаете, поэтому вам никакие спецразрешения для этого не нужны. Ну, оружие, если, конечно, будете там учить, либо какие-то такие спецкурсы, то, само собой, тут уже другие вопросы. Мы сейчас говорим именно об образовательной деятельности именно такого рода. Вот, потому что, в общем-то, когда я только собирался открывать курсы, я эту очень плотно тему изучил, поэтому. Так, Александр, привет, народ. Саша, персонально, да, именно договор по работе, либо если уходишь раньше, оплата за обучение, да, оплата по реальной полной стоимости в реальное время, да. Да, оружие охота, это видео будет. Я свои видеоролики, стримы никогда не стираю. Вот, само собой оно останется, можно будет потом посмотреть в записи. Так, я пишу гарантийное письмо в центр занятости, обязуюсь его трудоустроить, он получает корочку легальную, вот я могу ему за это предъявить. Да. Ну как официальная корочка? Она официальная о том, что закончил наши личные курсы, да, ваши курсы, там чьи-то еще. Это не государственная корочка, она на государственном уровне, как я говорил. Привет, Богдан, тоже, да. Вот, поэтому, если вы проводите образовательную деятельность какую-то, значит, то, как я вам говорил, вам для этого не лицензия, чтобы вам по ушам там не ездили, никакие спецразрешения для этого не нужны. Вы просто проводите обучающую деятельность. К сожалению, не скажу, какой пункт по таблице выпадает, да. Тем более у нас, сами понимаете, государство, в общем-то, у большинства различные, да, и могут быть какие-то отличия по этим темам. Поэтому, в общем-то, как я уже и говорил ранее, если приходит какой-то хитрожопик к вам, да, вот устраиваться, получить от вас информацию, вы ему чик, прямо в договоре написано там минимально, допустим, там, не знаю, в минимальных каких-то единицах, которые там у вас в государстве используются, да, в стране, там, допустим, вот образование стоит столько, если ты отрабатываешь, допустим, после этого год, ну, все, ни хера не должен, ну, это вот, скажем так, уже вам больше, наверное, юрист нужен, потому что более индивидуальные темы, опять же, у каждого, как я говорю, государства свои подзаконы по этой теме. Ну, поэтому вот так вот. По Беларуси я, конечно, могу подсказать, как это правильно сделать.
По другим государствам, к сожалению, я не смогу порекомендовать именно по составлению бумаг. Ну, думаю, сложного ничего не составит, именно просто какие пункты указать и так далее. Просто везде это все по-своему, поэтому вот так вот. Так, продолжим, значит, это мы говорили про работников, да. Если какие-то вопросы возникают, вот там вот пишите справа у вас, да, будем также затрагивать. Значит, следующий пункт у нас, так, это я уже говорил, реклама, реклама и еще раз реклама. Значит, смотрите, все зависит, как бы самый немаловажный фактор, да, это вот наша горячо любимая, да, о чем мы всегда, я уже сегодня упоминал несколько раз и в других темах, да, самая лучшая реклама это ОБС. Одна бабка сказала, так называемая, да. А что это такое? То есть, как вы сделали кому-то работу, да, так о вас заговорят и дальше. Давайте, наверное, тогда сейчас затронем тему с клиентами, да, а потом к рекламе вернемся. Значит, смотрите, что у нас получается по клиентам. Или с рекламы сначала начать. Давайте сначала про клиентов, да, а потом... Нет, давайте про рекламу. Вот, давайте про рекламу, точно. Смотрите, значит, какая картина у нас получается касаемо рекламы. Значит, что необходимо? Давайте мы к этой ОБС вернемся потом, да, а сейчас пройдемся по другим типам рекламы, которые я вижу, скажем так, которые использовал, с которых начинал и так далее. Значит, понятное дело, в первую очередь вам необходимы визитки, визитные карточки, да. Значит, что должно быть на визитной карточке? Если вы работаете на какой-то стационарной базе, обязательно должна быть указана база, где находится. На обратной стороне, предположительно, пункт проезда. Картинка, как найти, где, если это какой-то гаражный кооператив, то есть именно как человеку проехать по гаражам, скажем так, куда повернуть, чтобы он вот посмотрел, увидел и знал, как вас найти. Да. Должны быть перечислены основные работы. Должна быть указан телефонный номер. E-mail указывать, мне кажется, это бесполезно. Да? Почему бесполезно? Потому что человек вам в первую очередь, если у него машина где-то поломалась, не будет писать на e-mail, да, как починиться, он в первую очередь позвонит по телефону. И, понятное дело, посмотрит, где вы находитесь. Если вы оказываете работу с выездом, это огромный плюс вам. Почему? Потому что он увидит, работает с выездом, а он стоит где-нибудь, хрен знает, с пробитым колесом или машина не заводится. Понятное дело, ему будет в кайф, если вы приедете на место и на месте это все сделаете. Огромный плюс, если у вас есть эвакуатор. Это тоже необходимо помечать в этой визитке, чтобы оно было. Но смотрите, как я уже сказал, телефон. Вот посмотрите, видите, как у меня телефон нарисован, да? Хотя код 29, а номер начинается с 2. Но вот именно как я его написал, 375 это код страны, 29 это префикс, а потом номер с двойки начинается. Я написал 292-000-959. Почему? Потому что он так легче запомнится. Если у вас номер какой-то там, ну, тоже специфический, старайтесь, во-первых, чтобы номер был красивый, и попробуйте его как-то вот в таком формате раскидать, как-то так, чтобы он у человека легко запоминался, чтобы он бросался в глаза, чтобы человек его по памяти как-то, может быть, среагировал и попытался как-то вспомнить. Поэтому вот номер телефонный, это очень-очень-очень важно. Если у вас есть сайт, тоже укажите. На сайте можете, кстати, нарисовать тоже, как до вас, как доехать. То есть, смотрите, сейчас перейдем, давайте тогда на наш сайт. Я покажу просто живой пример, да. Так, это я не туда нажал. Это я нажму вот сюда на рабочий стол. Смотрите, что у нас получается на нашем сайте, да. Что у нас есть на сайте? Слева это список работ, которые оказываем, да. Вот они слева у нас. Я переключился, да, надеюсь? Да, переключился. Сверху, значит, автопомощь на расстоянии, вот то, о чем я говорил. Обязательно должны быть контакты указаны на сайте. Ну, полезно какие-то заманухи, чтобы
человек, который открыл все-таки этот сайт, чтобы ему, в общем-то, тоже было на нем интересно, чтобы он на этом сайте некоторое время замораживался. Ну и, понятное дело, контакты, что в контакты, как найти, в каком городе есть точки и так далее и тому подобное. Вот, это, собственно говоря, по сайту. Если интересно, по сайту мы с вами сделаем через какое-то время отдельную тему, хотя я считаю, что это, в общем-то, абсолютно бесполезно делать у меня на канале, потому что, в общем-то, есть куча именно профильных тематических каналов, которые более грамотно расскажут, как делать сайт, что на нем размещать, куда и так далее. Ну и, соответственно, как их продвигать. Это не совсем, скажем так, близкая тема к нашему каналу, поэтому не будем ее особо плотно затрагивать. В принципе, я рекламировать, наверное, другие каналы не буду. Если интересно, в общем-то, напишите внизу, может быть, что-то порекомендую даже из YouTube каналов. Есть очень много интересных каналов, которые, в общем-то, эту тему очень хорошо затрагивают. Некоторые я сам смотрю и на некоторых сам получаю много полезной информации. Но об этом мы сегодня не будем, как я уже сказал. Значит, это визитки, да, вот визитка, сайт, понятное дело, да. Да, на визитке также немаловажно, я расскажу один, скажем так, финт ушами, плюшку, которую мне порекомендовали в свое время. На обратной стороне визиток, да, когда я работал исключительно на выезд, я размещал также список городских важных телефонов, вот ради которых только человек не будет эту визитку выкидывать, да. То есть, ну, автоэлектрик, да и хрен с ним, типа, телефон, может быть, записал себе в мобильник, да, а визитку выкинул, чтобы вот он не выкидывал эту визитку, чтобы она у него ездила. У меня на обратной стороне был указан перечень городских важных телефонов, которые человеку всегда могут понадобиться, но которых у него в голове нету. То есть там службы такие-то, ну и так далее и тому подобное. В общем-то, все то, что может водителю понадобиться, да. Вот именно эти все телефоны, это довольно важно. Так, сейчас я что-то отвлекся, народ пишет, а я не читаю. Так, теперь работает только интернет на топовых сайтах. Сейчас огромное влияние рекламы, в том числе в Инстаграме, группа ВК. В примеру ваших работ тоже работает. Реклама в местных пабликах. Приветствую, Автоэлектрик Минск. Да, само собой, все эти соцсети сейчас играют вообще огромнейшую роль. Поэтому, но чтобы, понятное дело, ваша страница была не пустая, а все это надо как-то объединять. То есть сайт, в соцсетях какие-то, может быть, страницы. Там должна быть информация, чтобы людям было интересно туда зайти. То есть, смотрите, чем чаще человек к вам заходит на страницу, в группу куда-то, в соцсетях и так далее, тем больше удержания, значит, посетителя. Чем больше удержания у вас посетителя будет в группе вашей, допустим, на вашем сайте, тем выше вы будете подниматься в поисковых системах во всяких. Соответственно, чем выше вы будете находить поисковые системы, тем что у нас получается? Правильно, тем вы будете в поисковых быстрее находиться. Да? Ну вот, допустим, живой пример. Смотрите, сейчас я, ой, не там переключился. Смотрите, вот я у Гугла спросил, отключить иммобилайзер, да, навел ему. Вот, ввел отключить иммобилайзер сверху. Смотрите, я за сайт никому не плачу. Вот, на втором месте, то есть кто-то передо мной втиснулся уже, да. Видео трогать не будем. Вот, на втором месте как раз находится наш сайт. Вот третий сайт, это тоже мы. На нас реклама. Ну, давайте откроем уже. Смотрите, открываем. Вот. А не, глянь, ты, это не мы, кто-то после нас. Но это онлайнер. Ну, как бы то ни было, на втором месте, видите, вот наш сайт находится на втором месте в поиске. Вот он. Как видите, это просто из-за того, что у нас есть куча информации полезной. Вернемся сюда, пожалуй, да. Да, вот, кстати,
тоже автоэлектрик Минск говорит, немаловажный пункт очень, это информация и, как я говорю, чем больше полезной информации, тем больше удержания. Вот видите, есть платная реклама через Google, мы на абсолютно бесплатной выходим, в общем-то, на втором месте. Просто отключите мобилайзер. Вот такая вот картина. Поэтому, значит, смотрите следующее. Газеты сейчас, мне кажется, давать резона никакого нету. По газетам я пробовал в свое время, когда работал по станциям, звонков практически нету. Ну, очень мало, минимально. Там либо надо делать большие картинки какие-то, но это опять же не рентабельно. Поэтому я вижу картину, что газеты выкидываем. Флеера. Флайер это, в общем-то, у нас такая А5 формата бумажка, да, на которой у нас получается, нарисован список ваших услуг. И немаловажный пункт, напишите внизу там предъявителю скидка там 5% или там 10% скидка, да. Что такое флеера? Эти флеера хорошо рассовывать под стекла машин. Значит, где? Это стоянки, значит, возле магазинов. Это может быть авторынки, хотя авторынки довольно относительно, знаете, если человек приехал на авторынок уже с запчастями, да, то либо у него уже есть мастер, который нашел эту причину, и, понятное дело, к этому мастеру он и пойдет дальше ремонтироваться, да, либо как вариант, он сам ремонтирует. Поэтому либо вы ему предлагаете какие-то услуги, которые не делает его мастер, это вариант номер один, либо вариант номер два, в общем-то, бессмысленно, пропадает смысл именно по авторынкам рассовывать. А если это продажа машин, тогда может быть смысл есть. То есть это супермаркеты, это, в общем, места, где есть очень много машин. Не стесняйтесь, я скажу откровенно, да, я за все время только два раза платил рассовывальщикам этих самых бумажек. Один раз, причем словил за тем, что он взял нехороший человек эти бумажки и кинул в мусорку. То есть прошелся по ряду, просто решил за ним отследить, интересно было. Увидел, что он для видео там снял, типа он по ряду по одному прошелся, просол, остальные он пошел, кинул в мусорку. Поэтому, если хотите сделать все правильно, делайте сами. Сами рассовывайте эти бумажки. Да, по подъездам, по квартирам абсолютно бесполезно. Это 90, не 90, но процентов 70 тех, кто по квартирам эти бумажки увидит в почтовых ящиках, они их выкинут. Потому что у большинства машин нету. Им это просто нафиг не надо. Поэтому ваши эти флеера нужны именно тем, у кого есть машина, кто может быть вашим клиентом. А если вы кинули его там какой-то бабульке, которая машину видела, самую большую это автобус, да, а самую маленькую в детстве под названием велосипед, да. Поэтому, в общем-то, это не ваш клиент. Так, есть хоть какой-то выход с флайеров? Нет, нормально, флайера очень четко стреляют. Я уже говорю еще раз, флайера на самом деле очень сильно помогают. Причем самое интересное, я как-то вот как клиенты приходили, делал в свое время опросы. Да? Первое место у нас заняло интернет, второе визитки, либо флайера, которые я рассовывал. Но самое интересное я заметил, даже у человека есть флайер, он приезжает, да, и я ему делал, допустим, машину, я смотрю, у него флайер, да, лежит, я ему говорю, а что вы скидку не просите, у вас же там написано, вы можете скидку будет. А что, так можно? Понимаете, он приехал с флайером, у него флайер лежит, он скидку даже не берет. В общем-то, думают, что акции закончены и так далее. Поэтому, в общем-то, флайера, в моем понимании, играют все-таки довольно неплохую роль. Опять же, человек видит, предъявителю скидка там 5-10%, да, это уже, он только ради этого, вот ради слова скидка, да, он уже только ради этого этот флайер не выкинет. Он ради этого будет его возить с собой в машине. То есть вот слово скидка, это вот, как крючок. Для рыбы, когда ловим, да, на крючке у нас червяк сидит, такой жирный, хороший червяк. Мы это закидываем удочку, да, и так на этот червяк
попалась эта вот рыба, да, вот рыба это наш клиент в данный момент времени, и вот он никогда не выкинет этот флаер, чаще всего, ну, бывает такие, знаете, что ты мне суешь? Извините, нечаянно. Сам ходил, да, рассовывал, так, возьмите, возьмите в окно эти флаера, говорю, возьмите, может пригодится, возьмите, может пригодится. Первый раз скажу, да, стеснялся, да, немного такого вот стеснения какое-то внутреннее, подойти, ладно, рассовывать, ходил там, где никого нету, а потом, ну, а что я теряю, ну что, вот дал я ему эту бумажку, ну, выкинул ее, ну, да и холера с ним-то, вот, выкинул и выкинул, мне-то от этого хуже не будет, правильно, зато я дал. Если я ему не дал, он точно моим, эту бумажку, он никогда моим клиентом не станет, а так, либо станет, либо не станет, вот так вот. Поэтому в моем понимании, ну вот я ходил сам, эти флеера раздавал. Так, сейчас, секунду, что-то пишут. Так, когда я работал в фирме по ремонту автостекол, нам строго запрещалось подкладывать визитки на авто со свежими сколами и трещинами. А, ну да, конечно. Могут подумать, что ваша работа. Так, у меня по сарафанке больше, там рекламы вовсе нет. Приезжают вне зависимости, где я нахожусь, и под дом. Речь не об этом. Ну да, в общем, да. Опять же, я же говорю, надо пробовать разную рекламу. Если пробовать ничего, смотрите, как я уже говорил, да, если пробуете разную рекламу, какая-то обязательно клюнет на вас, да, то есть приведет клиентов. Если не пробовать никакую вообще, то клиенты к вам и не пойдут. Откуда они будут про вас знать, правильно, да? Ну, это же просто банально, до ужаса логично. То есть надо пробовать хоть какую-то рекламу, чтобы клиенты об вас узнали и пошли. Вот так вот. Так, это вот у нас по, значит, по рекламе мы прошлись, да. Надеюсь, ничего не упустил. Так, реклама на тенте грузовиков, мне кажется, хороша только в том случае, если вы выполняете работу для грузовиков. Либо реклама, чтобы была сильно броская. Я пробовал давать на автобусах рекламу, она вяленько. Смотрите, какая картина. Может быть, неплохо, в общем-то, в свое время. Сейчас в Минске за это натягивают, да. Был какой-то промежуток времени, когда на столбах можно было клеить бумажки, да. Активно по остановкам уклеивал в хлам неотдираемые такие бумажки, да. У меня даже, наверное, осталось. Сейчас вам покажу такую. Несу одну минуту. Ну вот, собственно говоря, вот такая вот чудная у меня бумажки были, да, вот. Эта бумажка, если ее прилепил, да, ее уже даже при самом большом диком желании оторвать, ну, только если на куски можно, да. И как я вот мыслил, да, я думал, так, ну, есть человек, едет на автобусе, либо троллейбусе. Значит, у него, скорее всего, поломалась машина. Правильно? Правильно. Если он едет на машине, то ну, нафига ему этот ремонт нужен, он здесь этого и не увидит. Ну, в общем-то, так мыслил. И скажу откровенно, некоторое количество клиентов эти бумажки привели. Ну, это не сильно много было, но некоторое количество. По гаражам тоже их поклеил, по входам в гаражи, то, в общем-то, тоже какую-то роль, вот именно по гаражам оно неплохо дало. Но то, что клеил на автобусы, клеил на ну, делал рекламу на автобусах большую, то это абсолютно бесполезно. Может быть, на тентах машин и будет. Ну, попробуйте, как говорится, да. Расскажите, может, мне интересно тоже будет. Я думаю, и другим людям тоже, подписчикам канала, зрителям. Так, чтобы сарафанка клиенту нужно удивлять, к примеру, вежливостью и доброжелательностью. Некоторые есть, кстати, клиенты бывают, да, вот, кстати, мы к клиентам потихо переходим, да, дикие мегатролли, которые получают удовольствие от того, что высаживают вас на коня. И задавить их вот вежливостью, это ну, просто мега подарок. Это вот помните, когда-то был такой слух с интернет-провайдером, да, ни одного обрыва, да, помните, наверное, да, тема старая, это, наверное, лет 10 или 15 назад было, кто-то застал уже, да, может быть, помните. И вежливые ответы просто этого системника, да, который с ним разговаривал. Ну вот некоторых клиентов такая вежливость, когда клиент приходит специально тебя просто высадить на коня, просто убивает. Ну, прикольно, это опять же такая тема, немножко мы отошлись. Так, у меня визитки в автомагазинах. О! В автомагазинах. Вот такая вот тема. Дружить с автомагазинами. Однозначно говорю. По авторазборкам визитки мои лежали в свое время очень плотно.
приносила вообще огонь клиентов. По авторазборам, по автосервисам, по этим магазинам, тема однозначно. По заправкам тоже очень классное место было, просто у нас потом на заправках запретили выкладывать визитки. Вот, но это тема такая, да. Да, увлеклись немножко на самом деле рекламой. Давайте перейдем к следующей теме. Итак, мы уже говорим о клиентах. Значит, какие у нас бывают клиенты? Клиенты бывают много типов, да. Давайте затронем у нас самых основные типы, типичные такие типчики, если можно так выразиться, да. То есть есть клиенты, ну, нормальные, вполне адекватные люди. Есть клиенты, которые высаживают, ну, вот есть такие дотошные, которым, блядь, извиняюсь за выражение, не знаю, вот соринка какая-то попала, которой не было раньше, и он тебе за эту соринку все мозги вынесет, да, вот бывают такие дотошные педанты, если их можно так назвать, да, которые доколебываются до того, что вот даже на болт, на колесо обжимал, там царапинку оставил небольшую. Ну, есть такие товарищи, которые задают 1000 вопросов, он тебе вот 2000 вопросов задаст, и по результату к тебе не обратиться, да. Вот таких клиентов, ну, в каком-то роде надо все-таки фильтровать, потому что на самом деле, пока беседуешь с этим клиентом, тебе могло позвонить 10 вполне адекватных. Есть у меня один хороший знакомый, да, занимается профильно машинами определенными одной фирмы, не буду говорить, что так это не реклама, в общем-то, ему в этом ролике. Так, но он сказал, в общем-то, красивую фразу, когда звонит такой клиент, который мозгоправ, да, если можно так назвать. Ну, допустим, сейчас у нас весна, да, он говорит, ну, у меня пока очередь, приходите летом, звоните, да. Или там, допустим, будет летом, он говорит, ну, вот пока у меня тут очередь, звоните осенью. Ну, называет следующую пару года, типа, ну, вы позвоните, да. Вот. И как-то он мне рассказал историю, что появился клиент, который реально вот так вот год вызванивал. Представляете, да, он говорит, звоните летом. Ой, не, сейчас завал, звоните осенью. Тут осенью звонит, ой, извините, тут завал, звоните зимой. И так вот клиент один вот целый год ему выносил вот так вот звонками мозги. Такие товарищи иногда встречаются. Да, и само собой, вот Павел Диагност грамотно говорит, мастер-приемщик должен быть сильнейшим психологом. Это должен, ну, не высаживаться на коня из-за всякой мелочи, вот из-за такого тролля какого-то, да, должен уметь все грамотно, в общем-то, подвести клиента к тому, что, в общем-то, сейчас закрою балкон, прошу прощения, тут ходил показать тем самым, и что-то сквознячок потянул у нас некоторые. О, вот, закрою балкон, а то сквозит, чтобы не приболеть. Да, Павел Диагност грамотно это сказал, как я уже говорю. Значит, должен уметь нормально, очень сильно надо нормально уметь разговаривать с клиентом. Если разговариваем сами с клиентом, да, поначалу нет там на приемщика денег и так далее, очень важно уметь как-то скидывать нервы. Ну, у всех разные методы, в общем-то. Главное не начинать бухать, я скажу откровенно, потому что можно не зайти на такие низы, ну, просто тупо спиться иногда. Ну, кому-то, может быть, не знаю, в церковь там, в мечеть надо сходить, просто скинуть эмоции эти все, выговориться. Кому-то, не знаю, посидеть по, как называется, йоги, что делают там, это, не так, вот так. Вот. Помедитировать, слово вспомнил, да. Кому-то посидеть, помедитировать, но как-то надо уметь скидывать накопленное, в общем-то, потому что накапливается негатива иногда от некоторых товарищей целый мешок. Ну, это, опять же, наверное, на каналы к психологам, да, не будем затрагивать эту тему, потому что оно немножко не совсем профильно у нас, да. Так, вот да, кстати, грамотно опять Павел Диагност говорит, в бумаге должно быть четко указано, что хочет клиент и что он должен за это, ну, то есть сколько это стоит работы и так далее. Должны быть указаны все пункты. Это, в общем-то, по бумагам. Ну, по бумагам,
скажем так, по договорам и так далее, если интересно, мы сделаем отдельный стрим. А вот затрагивать не будем, потому что я, честно говоря, не готов к этому. Если клиент, много чего написали, у нас огромное количество клиентов хотят в идеал за 3 копейки, а если сделать, соответственно, который готов платить, то потом мозг съест. Да, халявщиков очень много. Есть заявка на ремонт, там четко сказано, что он хочет. Так, что он ухаживает, починить машину завести. Если клиент говорит, что необходимо завести машину, то сначала мы его отправляем куда? К диагностику. Стоимость диагностики, допустим, тупо почитать ошибки такая-то. Поиск причины, норма часы. Хочет, пусть стоит над душой и смотрит. Если он знает, какой провод, где надо поправить, тогда мы можем с ним сразу согласовать стоимость. Сразу мы делаем диагностику. После того, как делается диагностика, мы с ним согласовываем стоимость на выполнение остальных работ. Собственно, вот так вот. По-другому я даже не знаю, как это легализовать официально, скажем так, чтобы клиент потом не говорил, что вы столько не согласовывали. Сначала делаем диагностику, устанавливаем, в чем находится неисправность, поиск диагностики стоит столько-столько. Допустим, столько, значит, стоит такой объем работ. Дальше норма часы по графику оно стоит столько, столько, столько. Все это согласовали с клиентом. После этого, ну, собственно, и все. Допустим, нашли, что не работает такая деталь. Опять же, открыли ту же автодату, не знаю. Там расписаны нормы часы каждого рода деятельности. Да. Понятное дело, тут тоже не угадаете. Иногда может болт заржаветь и так далее. И все эти пункты должны быть учтены в заказ наряде. Если интересно, по бумагам, я говорю, сделаем отдельный стрим. Я сегодня, честно сказать, просто к этому не совсем готов. Вот. Так, человек 2-3 дня заходит и смотрит, как вы работаете, вопросы не задает. На третий день на вопрос, что все-таки хотели, отвечаю, что требуются ваши услуги, присматриваются. Ну и, пожалуйста, пусть смотрит, что, жалко, что ли. Смотрит, как работаем. Да, работаем, молодцы, стараемся. Приходите. Так, ремонт электрооборудования. А вот позиция не работает подсветка номера есть. Ну да, не работает подсветка номера. Сначала устанавливаем причину. Ну, допустим, ну, я буду говорить в условных единицах, потому что разные страны, разные курсы, хотя у всех и рубли у большинства, да, но у всех рубли разную ценность имеют. Допустим, диагностика 3 условные единицы стоит. Почему у нас не подсвечивается номер? Мы посмотрели, значит, у нас, например, проверили лампочка в порядке, не в порядке. Дальше уже, значит, говорим, значит, у вас лампочка в порядке, это дело не в лампочке. То есть, если, допустим, называем стоимость этого поиска причины, сколько стоит замена лампочки. То есть, открутить там крышку, поменять лампочку, мы поменяли, это не дало толку. Да, значит, у вас проблема либо предохранитель, либо проводка. Предохранитель, я думаю, проверить это вообще минутное дело, да, то есть, за это отдельно денег никаких брать не стоит. А вот уже приходим к тому, что наша диагностика привела к тому, что у вас проблема с проводкой. Стоимость проводки исправления у нас вычисляется норма часами. Хотите, смотрите, как мы это будем делать. Хотите, не смотрите. Единственное, не стоит давать нам советы. Если хотите давать советы у нас стоит столько, столько, столько. Мы к ним прислушаемся, сделаем, как вы сказали. Если это не даст ничего, мы с вас все равно возьмем норму часами. Вот такая вот картинка. Так. По бумагам стрим, да, сделаем. Да, кстати, вот, Андрей очень мудро и очень классно подметил тему насчет бумаг. Насчет бумаг я сделаю отступление, хотя сделаем отдельный стрим. Очень важно, что в бумагах было указано, с какими поломками к вам пришла машина. Это очень важно. Ко мне просто была ситуация, приехала одна BMW в свое время, притащили ее, она не заводилась. Там проблема была с иммобилайзером, иммобилайзер ему сделали по согласованной цене. Он уехал со станции, потом приехал через где-то минут 40 и сказал, что у него на заднем правом крыле появилась царапина. До этого ее не было. Вот, потом вызывал там милицию,
в общем, для того, кто не знает, что такое милиция, у вас, наверное, полиция, да, те приходили, описывали эту ситуацию, снимали на камеру, благо у нас камера стояла, кстати, немаловажно, рекомендую также поставить хоть какую-то веб-камеру печальную, чтобы она хоть как-то это все дело протоколировала, чтобы у вас было. Реально к этой машине никто не подходил. И опять же, немаловажный пункт, он уехал. Минут 40 его не было. Холера его знает, где он что поцарапал. Поэтому, если есть какие-то даже маленькие царапины, трещины на обшивке, это все должно быть помечено, чтобы вам потом не предъявили. И под этим должна стоять его подпись, что да, это было, есть эта проблема, там царапина, трещина на лобовом стекле, ну и так далее. И синяк под глазом у негативного клиента. Да-да-да, чтобы он тоже за это расписался. Так, что еще пишут? Так, должен... Да. Что значит смотрят? В ремзоне находятся только мастера. Да пускай смотрят. Мне, в общем-то, честно говоря, не жалко. Если выполняются какие-то работы, пускай через камеру через это уже смотрит, как работают мастера. Если у него есть какие-то сомнения в работе мастеров, потому что не буду говорить на официалах, где машина у человека провисела, наверное, месяца два, за нее реально никто не брался. Приехал минут, наверное, за 30 ее завел, а она уехала. А видео даже было, по-моему, про эту машинку. Ладно, не будем. Или будет еще, выйдет. У меня там просто на год вперед уже видосов выложен до конца этого года. Не помню. Или вышло уже, или не было. В общем, это другая история. Так. Что пишут? Так, из комнаты посетителей. Ну да, так, пожалуйста. Так, из комнаты посетителей через камеру пускай смотрят. Я же говорю об этом. А если гаражник, так тоже пусть смотрит, что его с гаража выгонят, что ли. Так, да, и немаловажно, когда он машину забирает, там оставляет, скажите, чтобы все ценные вещи забирал из машины. Потому что он потом придет, или в бумажке, чтобы это тоже было указано, что в ценных вещей в машине нет. Скажет, у меня $1 000 000 улежал, да, вы у меня сперли. Ну вот это немаловажный пункт очень. Приветствую, Сергей Пупкин тоже, да. Так, что у нас дальше? Привет, такие градчики, самое гнилье. Лучше фоткать все. Да, графин, верно, фоткать все эти нюансы. Так, Травников на эту тему хорошо все разжевал в свое время. Ну, может быть, не смотрел, честно скажу. Акт прием передачи авто, поэтому носом как котят тыкали. Да. Вот, ну по бумагам мы, наверное, с вами сделаем отдельный стрим, в котором пройдемся по бумагам. Так, с клиентом по BMW. Ну, чем закончилось с клиентом по BMW? С клиентом по BMW оказалось, что он был реально неправ. Ну, в общем-то, там уже дальше с ним милиция разбиралась, да. То есть от нас отстали, взяли от нас подписки, не подписки, а расписки эти, опрос сделали, опрос, вот как это слово называется, сделали опрос с нас о том, что мы как бы, ну, ответили просто за свои дела, какие там косяки где были, что делали с машиной, что так далее. А дальше, насколько я знаю, ему, этому клиенту, ну, во всяком случае, так говорил этот дознаватель или кто там вел это дело, нас уже больше не трогали, ему сказали о том, что нам передали, что, ну, в общем-то, с его стороны это попахивало некоторым мошенничеством, то, что он с нас начал требовать деньги за эту царапину, за ремонт кузова и так далее. Вот, ну и я так понимаю, что или он забрал заявление, или что, но это уже детали я не знаю, что там как было. Так, приветствую, Клок Андрей. Так, ну да. Или он забрал эту бумажку, не знаю. Ну, в общем, такая картина. Потом этот сотрудник милиции к нам свою машину пригонял делать, но это уже другая история, и к делу она абсолютно не относится. В общем-то, на самом деле мы тогда были правы, абсолютно правы, потому что эту BMW, смысл нам был ее даже царапать сзади, если мы работали с передней частью. То есть ЕВС находился слева у нас спереди, блок управления у нас находился под капотом. Поэтому что там делать сзади слева, вообще никакого варианта. Тем более там бокс был большой, широкий. Можете, в принципе, на каком-то из первых моих видосов этот бокс увидеть. Я, по-моему, там еще рассказывал про
машина, если бьется током, один из первых видео на канале было. То есть там в этом боксе как-то тирануться нечаянно об эту машину тоже было, в принципе, нереально. Там вот так вот на вытянутые руки два человека бы сбоку от машины с одной стало и с другой. Довольно обширный бокс такой был. Да, вот так вот с этим BMW-стом. Так, значит, что мы с вами еще продолжим? Видосик сделаем отдельно по бумагам, как я уже говорил. Ну и осталось у нас немаловажный пункт – это финансовое вложение в открытие СТО. Смотрите, то есть, опять же, тут вам необходимо сделать какой-то минимальный свой бизнес-план. Те все пункты, о которых мы с вами говорили ранее в сегодняшнем стриме, да, что вы рекомендовали, также какие-то моменты, где я что-то упускал, где-то что-то, может быть, я называл какие-то моменты. Во всех этих пунктах вам необходимо сделать список, то есть взять вот бумажку такую чудную, да, и написать, то есть какого рода, значит, вложения у вас, на какое оборудование будут планироваться, что из оборудования будете покупать, где вы планируете давать рекламу, где планируете арендовать помещение, либо какое-то свое использовать, может быть, даже вот строить. Сегодня, кстати, в чате на Телеграме, да, Павел Диагност рассказывал про интересные моменты постройки боксов. Мне кажется, тоже довольно интересная тема, много кому было бы интересно. Так что, если еще до сих пор не на нашем Телеграм-канале, да, то заходите, как зайти туда, я еще скажу сегодня в конце, если вдруг не в курсе, да. И, в общем-то, это все надо записать. Не пишите ту цифру, которую, вот вы услышали, например, реклама, там, допустим, 10 условных единиц, ну, образно говоря, да, допустим, оборудование 50 условных единиц. Не пишите 10 и 50. Умножьте все на 2. Просто на полтора, хотя бы умножьте на полтора. Всегда могут вылезти какие-то нюансы. Лучше пускай у вас деньги останутся на эти вот все вложения, да, чем вы просто тупо не хватит там одной условной единицы, образно говоря, да. Вот условная единица, это, ну, каждый назовет ее по-своему, это не доллар, там, не евро, не что-то еще, а просто условная единица, то есть вот сколько-то там. Вот, поэтому никогда не рассчитывайте, что вы ровно уложитесь в эту копейку. Нет, не уложитесь. Если уложитесь, даже купите дешевле, вы просто молодец, вам повезло, фарта. Вот, если... Что бывает чаще всего, вам на что-то может не хватить. Допустим, вы купите оборудование, а на кабеля у вас не хватит. Может, кабеля там отдельно, может, вы где-то что-то не досмотрели в какой-то момент. Поэтому обязательно просто умножьте хотя бы на полтора, лучше на 2 раза. Это по оборудованию, по рекламе, по арендам помещения, по каким-то еще моментам. То есть, допустим, по тому же помещению у вас выпадет там, допустим, какая-то санэпидемстанция, которую вы не предполагали, или пожарным, там сколько-то в лапу надо будет дать. Да, то есть я не агитирую там на взятки и так далее, но сами прекрасно понимаете, что иногда какие-то есть вложения, которых вы просто можете не предполагать. И поэтому на все эти вложения у вас должно быть что-то отложено. Поэтому называйте сумму у себя вот в этом бумажке, которую вы составляете, да, бизнес-план. Увеличивайте ее на полтора-два раза, да. Кроме того, не рассчитывайте, что в первый день, в первую неделю, даже в первый месяц ваша станция начнет приносить нехилые доходы. Хорошо, если она начнет себя окупать месяца через 3. Это вот просто говорю по личной практике. Поэтому как минимум на 3 месяца, как я уже говорил ранее, умножаем все на 2, на полгода. На полгода у вас должно быть отложена сумма. То есть, грубо говоря, если у вас аренда гаража стоит там 30 условных единиц, да, вот отложите ее на полгода вперед. Пускай у вас эта сумма останется. Вы увидите через месяц-два, что у вас станция начала приносить прибыль. Отлично, тогда потратите эту сумму на что-то другое. Но у вас всегда, просто мега всегда должен быть какой-то резерв. Должен быть какой-то баланс. У вас оборудование, вот вы, например, занимаетесь там шиномонтажом, у вас офигенный компрессор, а он сдох. Что вы сделаете? Все, станция стала. У вас должен быть резерв на то, что пока вы ремонтировать будете этот, например, компрессор, вы возьмете в аренду другой компрессор. Вы какой-то резерв сможете реализовать, чтобы у вас станция не стояла, чтобы она продолжала вам приносить деньги. Если клиент к вам шел, и он увидит, что у вас станция не работает, он перестанет к вам идти.
Это вы проиграете на том, что вы не вложили какую-то большую сумму. Поэтому резерв просто обязан быть. Рассчитывайте по этому резерву, если только открываетесь, на полгода вперед. Если уже работаете, месяц-два резерва у вас должен быть. Я скажу, вот, допустим, по моей работе сейчас, в прошлом месяце, вот где-то с 23 февраля до начала марта у меня был дикий провисон по работе. Заказов было очень мало. На Новый год нормально, все остальные праздники, но вот был провисон некоторый. Поэтому также было заказано некоторое оборудование, сделаем его в ближайшее время обзоры, также еще про него ничего не рассказывал, довольно дорогостоящее, которое ко мне пришло, и вот как бы только резерв и спас. Из резерва вынул, и только вот это меня и спасло, потому что работа некоторая, в общем-то, был провисон по рекламе, не уложился, не додумал, вот так вот. Поэтому резерв должен быть всегда. Да, Андрей грамотно говорит, мелочь вытягивает больше всего, на что не рассчитываешь. Тот же ремонт помещения, крыша может потечь, может что-то, я не знаю, фундамент просечь, ворота, там, не знаю, да банально пожар какой-то там непродуманный, не знаю, ворота, залез кто-нибудь, вор какой-то там, не знаю, вскрыл помещение. Да вариантов целая куча, что может произойти. Поэтому всегда резерв должен быть. Так, мини-сервис под ключ на 2 авто с франшизой, 25, губу не раскатывайте, работа начинается струю около полугода, а окупаемость около 3 лет. Это очень щадящий режим. Да, так я о том и говорю. Можно, конечно, начать с гаража, чтобы был какой-то еще минимум работы. То есть не так, что вот у вас, допустим, какая-то работа есть, вы решили открыть станцию, да, и такой, ну все, клево, увольняюсь с работы. Нет, если переходите плавно, допустим, в гараж или куда-то, сохраните старое место, чтобы хотя бы какой-то минимум на пропитание был. Ну, либо, как я уже говорил ранее, должен быть какой-то резерв. Резерв на то, чтобы не остаться у разбитого корыта, а всегда что-то было у вас за спиной. Так, на черный день, чтобы в случае чего купить. Ну да, бывает такое. Кстати, приветствую, гараж 58. Вот, чтобы какой-то резерв. В общем-то, это касаемо денег, финансовой стороны. Поэтому. Опять же, пока вас узнают, пока пойдут люди, пока... Не забывайте также про электроэнергию. Поначалу, только вы открываете, вы не знаете, сколько тот же компрессор, сколько подъемник, что-то еще, сварка будет выжирать энергию. А это на самом деле тоже немало. Та же вода, те же какие-то моменты. Нет, ни в коем случае, конечно, не отговариваю вас, не подумайте от того, чтобы заниматься станцию, открывать, но просто будьте готовы к тому, что, возможно, какие-то вот такие некоторые сложности. Вот. Собственно говоря, такая картина. Да, в принципе, наверное, и все по сегодняшней теме, да. Вот, значит, смотрите, что сделаем, наверное, еще в какое-то ближайшее время по бумагам, по договорам, по всем, по актам приемок передачи, да, но это не следующий стрим однозначно будет, потому что, в общем-то, насколько я понимаю, необходимо немножко раскидывать эту тему, чтобы не перегружать какой-то узкопрофильной информацией вам мозги, да, ну, сделаем, тоже сделаем. Значит, как я уже говорил ранее, смотрите, значит, что у нас тирин. Нажимаем сюда, заходим на наш канал, нажимаем сообщество. Сейчас я вот это все позакрываю, да. Смотрите, здесь у нас будет голосование на следующий стрим тоже. Смотрите, вот, стояночка, я что, не переключился? Не, переключился. Вот здесь вот будет указано, какого числа, в какое время он примерно планируется. Ну, пока это вот еще у нас сегодняшний стрим. Также заходим на наш сайт, видите, да. Заходим в нашу телеграм-группу. Здесь многим будет много чего интересного, я думаю. Вот сюда заходим, присоединяемся, читаем обязательно правила группы вот эти, которые есть, да. И обязательно заходим также на наш форум. На форуме много полезного и интересного. Люди общаются, как я уже говорил, выкладывал кучу полезных, в общем-то, интересных вещей. Вот, что еще могу сказать. Так.
Так, вот вопросы задают люди уже, да, это хорошо. Сейчас я вам поотвечаю на вопросы. Вы пока тоже их задавайте, чтобы у нас паузы не было какой-то такой. Я пока поотвечаю на вопросы. Так, оборудование в кредит. Мне кажется, это не то, что надо делать. Если вы видите, что, допустим, я в свое время по спецтехнике брал оборудование в рассрочку, а не в кредит. Почему, в общем-то, это не сильно хорошо? Я поначалу некоторое время брал его в аренду, когда увидел, что идет хорошая движка, только тогда, в общем-то, взял его в рассрочку. Но я видел, что я остальной работой, не связанной с этой спецтехникой, ну там трактора, комбайны, смогу эту рассрочку гасить. Если бы я этого не видел, то я бы не брал это оборудование тоже в рассрочку. Поэтому, в общем-то, вы должны расписать все свои риски. Не так, что пал или пропал, а быть готовым, в общем-то, должны быть готовы этот кредит, либо эту рассрочку гасить каким-то другим доходом, который не накрывает только это оборудование. Потому что, смотрите, ну, допустим, занимаетесь вы шиномонтажом, ну, пример, да, решили заняться, ну, не знаю, там, переборкой моторов. Для переборки моторов вам надо какое-то, соответственно, другое оборудование, которое не было в шиномонтаже. Вы купили это оборудование, если только рассчитывая на доход от переборки моторов, да, у вас оно не пошло. И что? Оборудование у вас уже бэушное, оно нафиг никому не надо, денег вы должны. Поэтому, если вы берете, допустим, вот это оборудование под переборку моторов, у вас оно должно амортизироваться, скажем так, вашим шиномонтажом, чтобы шиномонтаж ваш, которым вы занимались ранее, смог погасить именно этот кредит, эту рассрочку на это оборудование, которое у вас уже поставлен хорошо и стабильно приносит вам доход. Поэтому брать вот так вот наобум, пал или пропал, я бы крайне не рекомендовал. Конечно, выбор ваш, я высказываю свою сугубо личную точку зрения, но я бы не рекомендовал. Это мое мнение. Вот, что должно быть, комната, подсобное помещение и так далее. Значит, в каждом государстве, я предполагаю, свои нюансы. Что касаемо Беларуси, должна быть раздевалка обязательно, должна быть УСТО, должно быть у каждого, причем отдельный шкаф. Когда проходила сертификация в свое время, они это проверяли. У каждого сотрудника должен быть свой отдельный шкаф для верхней одежды. У каждого сотрудника должна быть своя рабочая одежда. Значит, также немаловажный пункт, должно быть место для приема пищи. В раздевалке также может быть медицинский вот этот аптечка, все необходимое также должно присутствовать. Должна быть комната, в которой проводится работа, и отдельно комната должна быть для бухгалтерии. Вот такая вот картина по Беларуси была. Причем, не буду говорить за другие государства, в Беларуси есть один нюанс немаловажный. С финансовой стороны станции есть так называемый вмененный налог, да, который зависит от того места, где зарегистрирована станция. Это либо город, либо областной центр. От этого зависит величина этого вмененного налога. И этот вмененный налог уже обязывает даже за уборщицу, да, ну, за любого сотрудника платить уже. Если станция приносит большую прибыль, чем включает этот вмененный налог, то, соответственно, налог вырастает выше этого за каждого сотрудника, соответственно. Если сотрудники вообще сидели, курили бамбук весь месяц, то вот этот вмененный налог за каждого сотрудника по любасику все равно придет заплатить. Даже за уборщицу, даже за девочку, которая у вас в штате висит и разносит сотрудникам булочки. Ну, вот так вот. Задние булочки, не знаю, какие там булочки еще. Вот так вот. Поэтому вот такая вот картина. Это по помещениям. Так, дальше. Дешевый инструмент как одноразовый. Да, однозначно. Инструмент не рекомендую покупать дешевый. По выбору инструмента может быть сделан отдельный стрим, либо нет. Но дешевый инструмент не советую покупать, потому что он на самом деле одноразовый. Если вы как владелец автомобиля катаетесь с этим инструментом год, два, три, то
и он у вас живой, то на станции его хорошо, если хватит на месяц. Потому что если вы один раз там в неделю открутили какую-то гайку, то на станции этим инструментом крутят постоянно, и его надолго не хватит. Да, вот гараж тоже говорит грамотно, значит, гараж 58. Инструмент для автолюбителя дешевый можно, а для СТО должен быть инструмент надежный. Дешевое надежным редко когда бывает, поэтому, в общем-то, к этому стоит обязательно присмотреться. Да, хорошая очень пословица «Автоэлектрик Минск». Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Это правильно. Кто-то из классиков, кстати, сказал. Мгм. Есть ли смысл? Ну, смотря какой инструмент, опять же. Смотрите, вот, Андрей. Возьмем, например, набор ключей. Есть и дешевые ключи. Они просто трещотки повыламываются к чертям, ключ позаворачивается. Хорошо, давайте возьмем подъемник, да, машины. Дешевый какой-то, да. Вы подняли машину, ой, зацепил ноутбук. Она рухнула оттуда. А кто виноват? Вы же не скажете продавцу китайского дешевого подъемника, ты мне говно продал. Нет, не скажете. А хозяин вам скажет, баблосик гони за машинку, да. И вам придется отдать. Поэтому, в общем-то, тут, мне кажется, стоит все-таки присматриваться, какой инструмент покупать, а какой, на чем стоит экономить. Собственно, вот так. Поэтому вот так вот, вот так вот. Поэтому, в общем-то, да, у меня тоже не все оригинал. Сейчас мы говорим немножко не о том инструменте, мы говорим о физическом. Хотя оригинальный инструмент у меня тоже некоторые есть, я не скрываю. И да, у меня много и китайского, и дешевого. Просто каждый инструмент необходимо использовать для своих целей. Вот так вот. И в каждом случае, как я уже говорил ранее, следует быть избирательным. Так, России тоже налог есть. Да, за процессом надо следить. Да, все правильно говорит Расти Моторс. Ко всем вопросам надо подходить с умом. Как я начинал этот стрим, в общем-то, я говорил, что не стоит покупать сразу все дорогое. И, как, в общем-то, говорил, даже если брать уже диагностическое оборудование, не стоит сразу покупать все оригинальное. То есть, может быть, надо присмотреться, какие машины пойдут, какое профильное, какое оригинальное оборудование может понадобиться. Ну и уже исходя из этого, тогда уже докупать то, чего не хватает, то, что, в общем-то, необходимо. Так, так. Есть набор Force и Stab, есть что? Есть польский набор, название не помню, но головки ломаются на ура. Да, 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 да. Вот Павел Диагност опять в который раз грамотно говорит. Надо, наверное, попробовать нам с ним совместно, если не против, какой-то стрим провести. Что не мысли грамотно, вот, грамотно говорит о том, что если головки будут постоянно в наборе инструментов ломаться, так получается, будете работать на производителя этого инструмента, а не себе прибыль приносить. Во всем надо быть избирательным, крайне избирательным. Так, железо есть железо. А как вы советуете стул стопад? Есть смысл покупать? Честно сказать, у меня его нет. Я не скажу. X-Tool, насколько если я не ошибаюсь, это для перемотки пробегов. Не знаю, к сожалению, к радости я этим не занимаюсь, потому что у нас это уголовная статья, и по этой причине у меня просто нету этого оборудования за нерентабельностью. Хотя, если честно, я думал его купить хотя бы исключительно для того, чтобы сделать обзор. Может быть, и для своих целей изучить, но просто пока не надо. Руки не дошли, в общем-то, не знаю. Так, о сервисе, диагностика, наука и тема, тонкая грань там такая же. Да, 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 все верно. Дорасти к оборудованию. Да, вот Саша Кристал абсолютно грамотно тоже сейчас говорит эту тему. До любого оборудования надо дорасти. То есть, поэтому сначала, в принципе, купить что-то такое и уже смотреть, что ломается, что не ломается. А уже исходя из этого, ну, соответственно, докупать то, что ненадежное, то, что плохое, и доводить до ума, уже делать оригинальное оборудование, ну или более надежные какие-то нюансы, ключи там и так далее. Угу. Ну да, 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 да. Если из новичка дорос до того, что уже решил открывать СТОшку,
то это уже большой шаг. Даже если из любителя, ну просто автолюбителя, который крутил свою тачку, иногда помогал знакомым, решил начать работать в гараже или где-то еще, это уже реально большой шаг, с которым, ну, стоит поздравить. Это своя ниша, которая... Ну да, если на СТО работать на уровне починки молотком, то долго не проживешь. Ну, как сказать, относительно, знаю некоторые официалы, которые хуже еще, чем работают молотком. Но это уже отдельная история, об этом мы будем умалчивать сегодня. Так, кроме технических навыков, экономическим взглядом обладать. Да, да, да. Если брать личный опыт, расскажу. Расскажу, с чего начинал. Был у меня какой-то, правда, стрим, насколько я помню. Я уже в нем рассказывал свою историю, но, пожалуй, наверное, сегодняшний стрим как-то к этому относится. Расскажу сегодня тоже свою историю. Когда-то очень-очень-очень-очень давно я еще был школьником. Было мне тогда около 10 лет, да, и в те времена журнал «Радио», да, был такой классный, не знаю, сейчас существует, нет, вышел компьютер, который паяли, не просто платы, как сейчас вставляли, да, в слоты, а паяли первый компьютер. Его звали «Радио 86 РК», черно-белый, вот, и я его, в общем-то, первый спаял. Вот такое время было. Потом Синклер, он же ZX Spectrum был, такой компьютер, тоже его делал. Наверное, его знают все. Кстати, до сих пор иногда в некоторые игрушки с него на телефоне играюсь. Поставил эмулятор, прикольная тема. Кстати, любимые игрушки Excellent, Saboteur, наверное, там, где ниндзя бегает, ой, классика вообще. Excellent, где по космической планете ходит. Ну, там много игрушек, в общем. Не будем сегодня вдаваться в эти подробности, просто ностальгия зацепила. Вот. Потом какое-то время занимался автоэлектроникой. Какой автоэлектроникой? Обычной электроникой. До авто было далековато. Компьютеры собирал. Фирма была, в общем-то, которая занималась тем, что компы делали. Вот. Потом у нас начали... Тогда НМТ телефоны активные были, НМТ 450 это беники, эти бенефоны, Nokia 450, 250, 350 ремонтом занимался их плотненько, ну и не только ремонтом, а что с ними делали, наверное, все знают, да. Пейджеры пошли, потом GSM, какое-то время была мастерская по ремонту сотиков. Потом это вот так вот все село, открыло, ну, забесило, в смысле, электроника. Открыл пейнтбольный клуб. Был у меня, это знаете, что такое, да, когда бегают дядьки взрослые по лесу, краской друг друга стреляют, веселое дело. И потом с пейнтбольного клуба, в общем-то, плавно перерос в машинки. Вот так вот. Да, самоучка, как я говорил ранее, по автоэлектрике у меня был очень хороший преподаватель в городе Барановиче. Михаил зовут, наверное, уже на пенсии, уже не работает сам, но по автоэлектрике он в свое время меня очень сильно поднатянул. Вот. Ну и, собственно говоря, объединив обычную автоэлектрику и электронику, которой владел до этого, в общем-то, вот так вот и вклинился в эту тему. Как бы для машин уже делал какие-то темы, ну там, допустим, которые связаны с электроникой, не с электрикой. Хотя, в принципе, принципа работы машин даже не знал, как она работает, ну то есть самой сути. Вот. Хотя, ну, типовкой, понятное дело, не занимался, но и мощниками уже тогда мутил потиху. Ну и какие-то, может, мегатюнинги, которые тогда считал, которые на самом деле являются не больше, чем мегаколхозингом. Сигналки там, ну и так далее. Короче, херью страдал, в общем, всякой. Такая вот тема была в свое время. Вот так, в общем-то, и пришел к автоэлектрике, автоэлектронике. Автоэлектроника уже была знакома, а вот автоэлектрики меня это лет, наверное, 10 назад Михаил этот вот поднатянул немножко в этом плане. А до этого только автоэлектронику знал. Ну и электронику, понятное дело, не связанную с машинами. Вот такая у меня, собственно говоря, история вкратце была. Если интересно, можно будет замутить отдельный стрим, где более детально расскажу, может быть, что-то покажу из старых времен. Вот такая вот. Так, кроме еще должны быть экономические взгляды.
официалов, да, это имя, это понятно. И деньги еще, понятное дело, которые им тоже приносят деньги. Для смены приборки на 80 авто будет мало просто корректировки пробега. Так еще устройство именно для смотки. Ну да, может быть, может быть. Так, смотка, это статья, корректировка. Знаете, у нас в свое время, в общем-то, когда вышел закон о смотке, когда звонили, спрашивали, а где можно отмотать, я давал телефон РОВД. Вот так вот. В принципе, возможен вариант, если клиент придет, напишет сам расписку в договоре, в этом заказнаряде о том, что он сам просит сменить пробег в связи там, со сменой приборной панели, либо с чем-то еще. Главное просто скинуть с себя ответственность. Ну, я не хочу в это лезть, просто не хочу, и ну их нахер. Вот. Так, подскажите, как вы считаете, какое направление сейчас актуально для развития в автотематике? Вы понимаете, Александр, это довольно сложный вопрос, на который, мне кажется, правильно ответить я не смогу. Смотрите почему. Где-то в одной области есть одни машины. Допустим, если брать Дальний Восток, там в основном то, что тащат с Японии, правильно, машины. Если брать какие-то частный сектор, то там в основном все на дизеле. Понятное дело, связано с соляркой. Если брать какой-то город, там в первую очередь у нас идет безопасность машин и экономика. Вот, экономия, в смысле расход пониженный, чтобы был. Ну и, понятное дело, может быть, какие-то понты. Поэтому чего-то такого мега универсально, что предложить для любого региона, какой профиль действия и так далее, сложно мне дать верный ответ на этот вопрос. Наверное, попробуйте сделать то, о чем я говорил раньше. Пройдите по станциям у себя, посмотрите, какие машины стоят, какие работы делаются. Поспрашивайте у своих знакомых, чего им не хватает на станциях, может быть, либо чего бы они хотели получить из своей машины. В общем-то, расскажу одну интересную тему. Сейчас у меня один проект находится в процессе разработки. Именно таким образом к этому проекту я и подошел. Просто ходил, спрашивал, чего не хватает в машине. И вот сейчас, пока я не буду говорить, с чем это связано, ну, скажем так, это некоторая разработка, связана с безопасностью машин, от угона защитой. Вот. Не буду вдаваться пока в подробности, рассказывать, что, как, зачем и почему, но к этой теме я подошел именно таким методом. И это людям реально надо, это упрощает намного систему, но об этом, как говорится, узнаете в свое время, в нужном месте, ну и так далее. Об этом я еще сделаю определенное видео, но не сейчас. Проект пока еще в процессе разработки и где-то, наверное, ну, полгода может еще провисеть, потому что довольно сложный, довольно серьезный проект. Кто уже предлагал участие в этом проекте, я говорить не буду, но предложений довольно серьезных организаций было. Пока это еще разработка. Не хочу ни от кого зависеть, поэтому делаем это с 2 людьми всего лишь. Никого пока к этому проекту не подписываем. Вот такая вот история. Но об этом позже. Так, да, много зависит от наставника. С бывшим испытателем, хотя я сам автомобилист, инженер, механик, да, от наставника очень многое зависит. Да, кстати, раз Моторс говорит верно, тоже сейчас отвечает на вопрос Александра, да. Замена масла и колодок — это универсально, это надо людям всегда. Это делают везде. Предложите какой-то вариант, как вы это можете делать, как не делает никто. Ну, не знаю, предложите там какие-то плюшки интересные, которые клиента заинтересуют. Почему бы и нет? Можно попробовать, это всегда надо было. А уже основываясь на этом, можете что-то потом прирастить, какой-то дополнительный род деятельности, там, не знаю, профиль какой-то определенный, что уже пойдет. Так, более автоэлектронике к все временем переходит на электронику. Слаботочку. Да. Сейчас, да, в принципе, посмотрите, раньше у нас, грубо говоря, даже внутри блока управления опорное напряжение было 12 вольт. Сейчас у нас 5-вольтовочки все пошло.
Понимаете, да, но это, мне кажется, еще далеко начало только этого маневра, потому что, смотрите, электромобили пошли, да, в принципе, сейчас все на слаботочку переходит. Это более экономично, более, ну, скажем так, просто в ремонте, не такие большие нагрузки на системах, ну и так далее. Да, ГРМ, то есть, ну, это обычные расходники. ГРМ, масла, фильтры, колодки. Расходники всегда нужны людям, замена расходников тех же. Опять же, смотрите, как что менять, потому что не любой ГРМ всегда легко поменять. Есть какие-то нюансы. Поэтому начинать следует с чего-то более простого, а уже постепенно накачивать, накачивать, накачивать себя. Главное не сидеть на этом простом и не заклиниваться, потому что есть люди, которые, мне хватит, это что я туда полезу, мне на булочку хватает. Ну, так это как бы тоже, в моем понимании, не решение вопроса, надо стремиться к чему-то более тому, что круче, то есть так далее, а не сидеть на одном уровне вечно. То есть надо стремиться к чему-то развитию, развивать и себя, и свое дело и так далее, а не сидеть на одной точке все время. Так. Да, вы знаете, диагносты и автоэлектронщики всегда дефицит. Нормального диагноста еще найти надо, потому что сейчас очень много дешевого китайского оборудования, да, в принципе, и даже дорогого оборудования, если человек покупает, допустим, купил там, пошел, не знаю, КТС, либо какой-то другой дорогой сканер, и уже сопли веером, пальцы пузырями, не, наоборот, пальцы веером, сопли пузырями, да. В пословице была такая фраза: человек мнит себя уже мега-диагностом, мега-электронщиком. Хотя на самом деле, ну, дальше, чем ошибки пускать, его просто тупо не стоит. Потому что вот, ну, вот далеко чего ходить. Встретилась мне одна машинка, да, банально. Реношка была какая-то. Вот, там, не, Opel, уже не, да, Opel какой-то был, Opel. Там периодически вылазила ошибка на датчик распредвала, да. Банально. Человек 10 диагностов мега крутых отправляли, он уже, наверное, ну, штук 5 или 6 этих самых поменял, да, датчиков распредвала. А там тупо просто решил подкинуть, посмотрел. Криво ему поменяли ремень ГРМ. Вот так. Вот. И там, получается, фазорегулятор немножко как-то что-то вытягивал это все дело, а потом оно обратно уходило. Вот такая вот картина была грустная и печальная. Вот такие мегадиагносты. А всего лишь помог подключенный осциллограф. Посмотрел, не совпадали по этим самым, по сигналам. Ну и отправил, соответственно, к человеку, который проверил метки ГРМ, которые оказались не на своем месте. Так что, в общем-то, как видите, ну, я думаю, таких примеров множество, когда почитают ошибки и говорят: иди меняй датчик. Хотя датчик, то, что показывает неверные данные, это может быть спровоцировано, ну, чем-то другим, не связанным абсолютно с этим датчиком, а из-за того, что он, ну, что-то не так другое работает, а этот датчик, соответственно, показывает неверные показания, которые вызваны были чем-то другим. Так, значит, тут много дефицитных. Я могу ГРМ поменять, если нет работы, краш потереть или что-то подобное без проблем. Ну, Павел, я скажу откровенно, я ГРМ поменять не смогу. Можно назвать меня, не знаю, криворуким, не знаю, как-то еще. Я не умею менять ГРМ. Я вот честно скажу, я ГРМ поменять не возьмусь. Потому что я не умею этого делать правильно. Ну, на самом деле, я просто не умею менять ремень ГРМ. Поэтому я туда не лезу. И я знаю, что я этим заниматься, наверное, не буду. Если это мне понадобится, я загоню на СТО, где мне поменяют. Я знаю, что даже если вдруг я научусь это делать нормально, то заниматься этим я не буду. Потому что у меня, в общем-то, есть другое занятие, которое я делаю. Вот, да, Александр тоже грамотно говорит. Купили вот там у товарища и Bosch, и КТС, и не Копенгаген в этом, не холера. Да, таких мастеров очень много. Вот, но я, как говорю, я, например, в ГРМ не полезу, потому что я не умею этого делать. Ну, я вот колесо могу перекрутить в машине, да, это могу сделать. И то, кстати, вот будет смеяться. Вот у меня Тирана это было, да, я
дури со своей в голове и в мышцах посрывал болты, когда колесо менял. Пришлось потом высверливать. Вот так вот. Иногда не чувствую немножко силу. А, сила есть, ума не надо. Смешно. За жизнь насчет стрима. Да я предлагал, как народ не активен в этом плане в голосованиях. Да, в принципе, можно поговорить и так далее. О том, откуда пошел, чем занимался, как пришел к этому более детально. В принципе, можно будет. Сделаем стрим, думаю, тоже. Так. Ой, вопросы не успел ответить. Подождите-ка минутку. Сейчас посмотрю. Так. Кстати, да, насчет вот выхлопных систем, как говорит Неформат, это неплохая тема. Сюда у нас и катализаторы, и сажики попадают. И, в принципе, много чего еще интересного можно делать. Я думаю, даже есть какие-то плюшки, какие-то можно делать с выхлопной системой, чего-то, кроме прямотока, интересное. Так, странные вещи про ГРМ вы говорите. Просто это очень банально. Ой, ой-ой. Нет, ну, для вас это банально, честно скажу. Мне проще найти, какая электронная деталь где не работает. Но мне на самом деле это сложно. Мне реально это очень сложно. Так. Угу. Так. А вот электроника. Ну, вот видите, у каждого немножко свой профиль. Кому-то одно просто, кому-то другое. Так. Да вообще, конкретно, Павел, конкретно Криворукий. Я в ГРМ не полезу менять. Вот, так. С его информационным обеспечением и то надо принимать с головой. Да, кстати, про КТС я уже говорил. Программа у них вообще божественная. Особенно этот EasyTronic вот, из КТС. Я до сих пор использую, показывал, демонстрировал, что с ним можно делать полезно. У нас был стрим, кстати, по обзору программных продуктов. Там который я использую. Там я рассказывал, показывал про EasyTronic. Полезная программка из КТС. Многим рекомендую, кстати, тоже себе поставить. Кстати, не поверите. Ладно, думал сделать загадку отдельную. Кстати, вот загадка про мод была. Ну, что-то как-то неактивно народ в ней участвует. Сегодня с утра была загадка про Кавасаку, которая не заводится. Вот, можете еще поучаствовать, пока ответ я не давал верный. Была машинка попалась на днях. Тигуан, нет, ой, господи, Volkswagen Tiguan, во. Значит, там у машинки была ошибка на датчик распредвала, кстати, тоже. Будет загадка офигенная, вообще офигенная загадка. И с лографом смотрели, много нюансов, блин, огонь. Все, точно, сделаю загадку после мотоцикла этого Кавасаки. После ответа сделаю загадку про Тигуана. Вот, думаю, многим интересно будет. Так, не разбирается с Бошем пока. Я тоже, когда сам брал, то понимал, что он умеет. А сейчас делаю замеры на ура. Ага. Тоже от железа отхожу от железа. Как-то не совсем охота лень. Да, ну вот, кстати, Павел говорит, что от железа уходит. Я раньше ездил по фурам. У меня даже несколько стримов было с дороги от фур, когда отъезжал. По зиме ремонтировал где-нибудь на трассе выезжал. Скажу откровенно, да, уже здоровье не совсем то. Да, там деньги, конечно, платят нормальные. То приехал, особенно если скоропорт какой везет, а если где на трассе стало, платят деньги за оживление нормально. Но проходит какое-то время, и ты понимаешь, да ну их нахер эти деньги-то. Всех денег не заработаешь, а здоровье важнее. Вот так вот провалялся день под этой фурой с этой проводкой, вспотел там, пока потом ветром обдуло, еще что-то. Нормальная одежда даже толком не спасает, поэтому, в общем-то, я от этого и ушел, от грузовых машин, от выезда к ним. То есть работаю исключительно с блоками. Вот так. Ну, диагностику еще там компа накинуть можно, а проводку делать или что-то еще на выездах, на трассе. Извините, не ко мне. Вот так вот. Такая вот ситуация. Потому что я говорю, грузовые, да, они приносят нормально. Сложного там, ну, минимум. Оно все на виду, по проводке, во всяком случае. В моторы не буду говорить. По проводке все на виду. Проще, чем в легковых даже, я бы сказал. Но это все делать на морозе, да ну его, к лешему, честно.
Так, по ГРМ пришлось рассказать мастеру, который 20 лет работал в шоу-французов, боя шестерня коленвала подвижная. Когда носом ткнул, он был удивлен. Ну, вот видите, тоже, но это практика, это все, Александр, практика сказывается. Вот, без практики тяжко было бы в этом профиле. Электричество и электроника не сравнивать. Конечно, электричество и электроника это абсолютно разные вещи. То есть электроника это, наверное, ближе к молоточному чему-то, то, что находится внутри самих блоков управления, а электрика это уже наука о контактах. Электрика это вот именно проводка, все, что связано с проводкой, все, что связано с контактами, а электроника это уже более глубоко, то есть цифра та же и так далее. Вот, что у нас еще? Да, 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 да. Гараж 58 все это грамотно говорит, то есть, потому что один день поработал, заработал много, а потом от этого всего отходишь. Да, ну его к лешему такую работу. На конкретных марках автомобилей, но в Беларуси на автормаркете такого позволить себе нельзя, особенно зарабатываешь в провинции. Да, само собой, да, Александр грамотно говорит. В крупном городе еще можно как-то пытаться профилироваться на конкретный бренд, но для этого, опять же, надо много денег, либо много лет собирать себе имя, заниматься, допустим, чем-то другим параллельно и какой-то бренд раскручивать. Для мелких станций однозначно это не вариант. Можно сделать какой-то себе узкий профиль, допустим, на который больше, скажем так, собирать, вкладывать деньги и так далее. То, что пойдет, больше лучше будет развиваться. Но остальное тоже бросать не стоит, надо поддерживать все это. Так, железо нужно знать так же, как ER6, очень интересный экземпляр. О, классный движок. Так, я только недавно в грузовую тему ударился. По основной работе маленькие на выходных починяем. Ну, опять же, сейчас не знаю, как у вас, у нас зимы практически не было. Ну, я бы даже по той зиме, которая у нас была, в грузовые, наверное, бы все равно, нет, не хочу на выезды грузовые, да ну их, блин, раком стоять на этом, ветром обдувает, какая бы мороза не было, не хочу, просто не хочу, устал. Да, денег много приносит. В боксы, тащите в боксы свою голову, в голову в бокс притащили, можно что-то делать. На улице нет, не то здоровье. Так, Саша, главная проблема – доступ к нормальной информации. Сейчас производители идут в онлайн и требуют хорошие деньги за нее. Да, 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 базы данных и так далее, какие-то документация. Только форумы в чем-то, может быть, и помогают. Ну и информация, и опыт понятная. Так, Александр, разреши вопрос. Так, стояночка убегает, не успеваю прочитать. Разреши вопрос. Связан он с тем, каким способом без схем можно найти тот или иной электронный блок в автомобиле. Неужели полный разбор и потрошение проводки? Так, если вдруг нету документации, где стоит какой блок, хотите найти, наверное, тут больше логическое мышление помогает. Ну, например, блок управления двигателя, мозги если ищем, да, то, наверное, смотрим по толстому жгуту, куда он пошел. Если смотрим блок управления парктроника, соответственно, тоже. Если это что-то излучающее, например, там какой-то радиомодуль, либо GSM блок, допустим, в машину встроенный. Для этого помогают сенсоры эфира, сами вот именно приемники. Если интересно, сделаю какой-то стрим, в котором покажу, как жучков искать в машинах и так далее. Есть оборудование тоже специально для этого предназначенное. Какое-то время, в общем-то, помогал тоже искать жучков, которых плохие дяди ставили хорошим дядям в машины, конкуренты. Вот так вот. Ну, все индивидуально, все индивидуально. Опять же, логическим мышлением, что где стоит. По-другому местоположение блока
мне кажется, найти без варианта. Либо все разбирать, либо логическое мышление, либо схема. Хотя вот, допустим, французов взять, там за голову хватаешься. Там, мне кажется, полное отсутствие логического мышления у них. Так, смотрим, у нас самосвалы там и ремонт в основном на улице, боксов не хватает. Ну, видите, тут как бы вам надо выбирать, либо здоровье, либо деньги. Здоровье все равно все не купишь за все деньги. Какую-то работу стоит делать, какую-то смотрите сами. Я ни от чего не отговариваю, но просто мне кажется, со временем дойдете сами, стоит это делать или не стоит. Так. Коммерческий транспорт очень дорогой. Да, опять же, если брать коммерческий транспорт, скажу, вот, допустим, некоторое время работал с колхозами различными, совхозами, или как это нынче называется, комбайнов ремонт и так далее. Не знаю, как где, но у нас с них вытрясти деньги – это ай-яй-яй, хавайся в бульбу, как говорят, да. То есть для непонимающихся прячься в картошку. Значит, что это такое? Я вам расскажу. Значит, приезжаешь к, допустим, какой-то колхоз, у которого стал Джонни Дирт, да, не заводится трактор, этот комбайн такой классный, мощный, дорогущий собака, но колхоз теряет много денег за то, что у него этот комбайн не работает. Понятное дело, тебе этот комбайн надо завести. Ты этот комбайн заводишь, да, подписываешь с этим колхозом договор о выполненной работе, заказ снаряд, все как положено. Да? По результату, что у тебя получается? У тебя нехилая сумма, которую ты типа заработал, да, по договору, и ты с нее уже должен заплатить налог. Правильно? А колхоз говорит, пацаны, извините, денег-то нету. Дотации у нас будут через 3-4 месяца. И ты начинаешь думать своей головой. Да пошли бы вы лесом со своим трактором-то, да, или комбайном. Вам уже надо заплатить налог. Вы прибыль фактически не получили. У вас на счету нету этих денег, да. Но по договору вы уже выполнили работу. Выполнили работу, заплатите с нее налог. Вот такая вот картина выползает. Да, там большие деньги, да, там нормально. Я помню, мне и картошкой пытались отгрузить, и этой брюквой, как она, бурак, короче говоря. Свекла, вот, свеклой пытались рассчитаться за работу. А куда это давать? А у нас запрещено бартером рассчитываться за продукты. Это у нас очередная статья. И вот такая вот картина. И ты ищешь, кому бы помочь этому мега крутому колхозу впулить эту свеклу, да, ты ищешь сам. Колхоз впуливает, но он в первую очередь кому должен? Он своим работникам должен зарплаты заплатить. А ты опять ходишь и куришь бамбук с этим. Тебе копейку какую-то отдадут от долга. А у нас еще картина такая интересная. А ты еще с госорганизациями судиться не можешь финансовым вопросом. Вот так вот. Ну, вроде как можешь, но только суды дела брать не хотят давать. Вот такая вот тема. Ладно, что-то я завелся на эту тему, подрастроился немножко. Это немножко по спецтехнике, по колхозам и как с ними работать. В общем-то, поэтому смотрите, чтобы у них были деньги, смотрите их кредитную историю перед тем, как подвязывать под серьезные машины и под серьезные суммы. Вот. Это, кстати, возвращаясь к вопросу, стоит ли брать в рассрочку дорогое оборудование. Вот так вот, если бы я взял под эти Джонни Дирты коробочку, исключительно рассчитывая только на то, что эти колхозы со мной рассчитаются, я бы был бы уже давно в глубокой заднице с этой Джонни Диртовской коробочкой. Вот так. Стоит она немало. Вот такая вот картина. Поэтому смотрите внимательно относительно рассрочки кредитов на различные оборудования. Вот так вот. По результату приходится платить налоги за ту прибыль, которую не получил еще. Которая холера его знает, когда еще только получится. Там по полгода по ходу некоторые рассчитывались. Вот такая вот история. Ну, хотя рассчитывались, вопросов нет. Так, за жучков кто-то голосует. Ой, сколько всего понаписали. Французская электрика – это да. Ну да, кстати, вот фраза есть такая. Если бы не было французского автопрома, большинство бы автоэлектриков осталось бы уже давно без работы. В общем-то, основное, на чем плотненько сидел, это как раз и французский автопром и есть. Некоторые там пишут там елочки, там
этих самых тигриков и кого-то еще женских там не ремонтируют, да, но это зря, это очень хорошая движка. На это не стоит забивать, эти машины стоит делать. Так, ну я за зарплате вахтами, так не разбогатеешь, но опыта много, хапануть за опытом я и пошел. Да, ради опыта однозначно, ради опыта можно рассмотреть. Это ремонт высокоэкологичного электронного оборудования, также программирование электронных блоков управляющих. Ух, нифига себе, сколько написали. Так, колхозы, нищеброды, это бесполезно. Частные, коммерческие. Грузоперевозки, колхоз сразу проигрышный вариант. Ты им счет предоставляешь, они не платят. Звонишь директору, он, что вы мне звоните, идите сразу в суд. Да, 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 да. 3-4 месяца. И это самое. Вот такая вот была картина, и не единожды. Мне таких, ну, а нормальных коммерческих, да, с нормальными коммерческими, в общем-то, можно иметь дела. Мне кажется, смысл есть, тем более есть скоропорт какой-то и так далее, то однозначно стоит подвязываться. Может быть, ну, конечно, в идеале хай башку другую тащат, тянут груз, а эту голову, чтобы куда-то в бокс, чтобы не на улице ковырять. Летом еще ладно, а по зиме, когда дождь идет, когда погода хлам, так ну его нафиг. Ну, опять же, это смотрите сами, отговаривать, как я уже говорил, никого от этого не стану. Это ваше дело. Я просто высказываю свою точку зрения. Я через это уже немножко прошел. Да-да-да, все верно. Правда, что французы любят гореть. Да, проводка печальная. Кстати, был у меня в свое время 307-й Пыш, да, универсал причем был. Причем пригнанный оттуда, причем не крученный. Ему было тогда года 3 или 4. И все время где-то, наверное, через... Ну вот машинка пригнали, ездила нормально, через пару месяцев начал постоянно гореть пред один. На подсветку номера там багажник откидывался наверх в унике в этом, и подсветка, и горел постоянно. Начали рыться. Не, нифига. Не подсветка номера была. Габариты, да. Габариты, которые оставались у нас снизу, не поднимались вверх. Точно. Там получается вот багажник, да, и снизу это вот планка пластиковая, которая идет, так, ну вот сзади, в которую упирается этот закрывающийся. И вот как раз под этой планкой криво лежали провода, ей передавленные. Кузовы их передавило. И так хлоп. По результату провода передавило, там никто не лазил, ни мастера, никто. Машина пришла с Европы, причем там, насколько я понял, или ее новую покупали, или что уже, сейчас там не вспомню. Но там точно ее никто даже ни болта не крутил, там вот болты, все вот родненькое, оригинальненькое, красивенькое было. И вот, как видите, вот такая вот сборка. Опять же, смотрите, провода у французов тоненькие, не совсем для нашего климата. У нас сырость, влага, наша соль, и эти провода просто убегают в никуда, в неизвестном направлении. Песенка такая была. Так, частники, им надо деваться некуда, они платят да, с задержкой, но исправно. Да, конечно, потому что, понимаете, есть такая народная молва, так называемая ОБС, о котором мы сейчас говорили еще в самом начале сегодняшнего стрима. Если, допустим, одного мастера, частника позвонил там и не рассчитался, накосячил где-то, мастер другому скажет. И когда этот частник будет гнать опять машину, она опять у него где-то может стать. К нему хрен кто поедет. Поэтому частники, в общем-то, стараются держать марку тоже. Может быть, рассчитываются медленно, ноют, плачутся, но рассчитываются. Это если брать грузоперевозки, во всяком случае. Так. Так, очень плохо, что комменты читаются позже тем. Смысл... Ну, блин, честно сказать, у меня когда появляются, тогда и читаю. Я готов был раньше. У меня вот там вот второй ноутбук стоит, да, на котором я тоже, скажем так, читаю комменты, потому что на моем вот на этом нету их. И там я вижу, вот сейчас, допустим, я сейчас вас смотрю, а вот там я смотрю и читаю сейчас. Вот вижу, вот косым глазом смотрю, там я читаю комменты и что-то вам говорю по этому поводу. Поэтому, ну, что поделаешь. Но вот как появляется у меня, я тогда их и читаю.
Так, в ремонте поднимите руки, да. По поводу перегиба проводов ко мне и Форды приезжали. Форды тоже, кстати, очень интересные по проводке машинки. Много интересного у них есть, особенно у американских. Но это отдельная тема. За ремонт има все зависит от того, какая машина. В среднем за ремонт иммобилайзера выпадает сумма, ну, смотрите, опять же, какой у вас маленький городок, исходите из того в эквиваленте где-то $100. Вот так вот. Если машина более новая, дорогая, конечно же, больше. Ну, опять же, если у вас маленькая деревушка, где 5 машин, там, скажем так, и 50 мастеров, то понятное дело, что столько вы не возьмете, хрен вам кто заплатит. Вот такая вот картина. Все крайне индивидуально. Я называю свои цены при обращении розничного клиента. От эквивалента $100 и выше, смотря какая машина. А если, понятное дело, как я уже говорил, СТОшка звонит, обращается и так далее, то цена ниже. Для СТО, для партнеров, с кем, в общем-то, работаешь, кто тебе еще обратится не один раз, цены ниже. Постоянным клиентам тоже, конечно, какие-то скидки, ну и так далее. Так, делаю подкапотка, вся сгорела, пусковых круг, жгут проводов, не разъемный, пришлось. Ой, блин, а иногда такие мастера встречаются. Есть у меня один, ну, скажем так, полузнакомый сигнализаторщик установкой занимается. Это писец. Любитель, во-первых, лейку позаливать себе, да. Когда у него что-то не получается, мегаэлектрик такой психованный, я один раз видел, когда его психанул, проводка что-то у него не выходит. Да, блин, начал вырывать все. Криза. Таких мастеров всегда хватало диких. Вот, поэтому это все крайне индивидуально. Так, жгут неразъемный. И Сергей Добрый, чип-тюнер подтянулся. Приветствую, Сергей Добрый. Так, привет, Сергей Добрый. Нормочасы реально затраченное время. Все индивидуально, я считаю нормочасы. А если вдруг надо работать с электрикой, хотя крайнее время стараюсь уже не завязываться с этими темами, с проводкой, благо работы хватает от клиентов по ремонту блоков управления, по иммобилайзерам, вот, ну иногда кому-то помогать надо, все-таки старые времена, в общем, не забывать старые клиенты и так далее, то с проводкой беру нормы часами. Смотря какая машина, как легко добраться и так далее. В среднем плюс-минус по цене, ну, буду говорить уже в долларовых, где-то порядка $15 один норма-час по работе с проводкой. Ну, плюс-минус, опять же, как я говорю, какая машина, какой человек и так далее. Кому-то и бесплатно можно помочь, с кого-то взять больше. Так, так. Помните загадку про блок БСМ, который меняли или клемма сбрасывалась после автозаводилась? Хочу спросить, так, проблема была в питании проца. Да, проц не просыпался, в этом проблема и была. Я ж ответ вроде давал там. Сейчас опять, кстати, перешла, значит, такая тема, опять же, такая же машинка пришла, вот сейчас БСышка лежит. Только в этом уже сдох сам проц в БСышке. Такое тоже бывает, встречается, уже несколько раз встречалось. Вот, перегревается Peugeot, ой, Peugeot, да, Peugeot встречаются в Фиатах, этих процы, в этих самых Стромонах. Такое бывает. Плохая масса двери водителя. Ага. Вот, ну что, мы немножко уползли на другую тему. У нас уже, кстати, рекорд сегодня, мега рекорд. 2 часа стрим прошел. Вот, я, честно говоря, уже немножко подвымотался уже. Конечно, понимаю, хочется вам рассказывать много-много полезного и так далее. На днях выложу голосование на следующий стрим. Свои вопросы, предложения пишем внизу. Не забываем, что могу вам помочь с отключением иммобилайзера. Заходим, ой, нос чешется, на наш сайт, Telegram, вот на форум на наш заходим, голосуем вот здесь вот в сообществе на темы, которые будут появляться, да. Подписываемся на наш канал,
Вот, ставим лайки, делаем репосты туда во все соцсети. Там вот смотрите, я вам сейчас покажу, куда нажать. Вам огромное спасибо за это будет. Вот под этим видосом, да, где он там у нас, вот здесь вот, наверное, сейчас идет, да. Вот, сейчас в прямом эфире, сейчас мы меня увидим, наверное, залагает по-страшному. Вот это нажимаем, вот эту вот кнопочку «Поделиться». И делитесь, вот так вот везде делитесь. Вам-то без разницы, а мне реально будет, ну, в кайф это все. И каналу, и всем остальным. Так, сейчас я выйду отсюда, чтобы не лагало. Вот такая вот картина Репина. Вот, как я уже говорил, еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, внизу в комментах пишите свои мнения. Всем огромное спасибо, кто здесь был, кто участвовал в этом стриме, кто просто смотрел, ничего не писал. Реально всех рад вас был видеть. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Молния такая, как обычно у меня. Всем пока.